We brought help to those in need. Word had spread so quickly of our dealings and our deeds. Fight for your values and fight for your friends. Fight through this blight, find the light at the end. Through the age of the dragon, the people will talk of the day they were saved by a hero named Hawk. Hawk, 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 Hawk. Into the deepest roads we ventured in the black. If we had only known what we were bringing back. We felt the fire of every temper, every mage, caught in the crossfire of their politics and rage. Had to pull some strings and get them off each other's backs. There was so much greater danger waiting to attack. Fight for your values and fight for your friends. Fight through this blight, find the light at the end. Through the age of the dragon, the people will talk of the day they were saved by a hero named Hawk. Hawk, 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 Hawk. Just a lonely refugee, your champion arrived. Round shores of Fereld and Fade, to Kirkwall's buzzing hive. Rose above the poverty and rose above the pain. My friend became the savior of the white city of chains. Fight for your values and fight for your friends. Fight through this blight, find the light at the end. Through the age of the dragon, the people will talk of the day they were saved by a hero named Hawk. Hawk, 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 Hawk. When the wolves cry out, echoes in the old walls, distant are the calls on the winter's wind. When the wolves cry out, honoring the black bonds held in the beyond as the lights stay dim. Sometimes the last in line are the ones who last in time. Blood on the snow, blood on the ashes. I'm not ashamed of what I am. Make it my own, make it my castle. I'm not ashamed of what I am. On a cold Age of a Dragon все еще играет у меня в мозгу. Хотя уже идет When the Wolves Cry Out. Miracle of Sun. Привет, ребята. У нас на повестке дня субботка. Время уже дофига. Но я сегодня была продуктивной. Успела зажариться на солнце. Чуть-чуть. Вот, и поэтому, я думаю, самое время, чтобы нам разгадать тайны Тыной башни и потом выбрать, во что поиграть еще. Но у меня есть одно очень интересное предположение, во что мы пойдем играть. Но посмотрим. Давай переключаться на кошку. Давай останавливать музыку. И искать, где у нас там прячется Tangle Tower.
Принцовки с Максин, сосисочки, Лизролин. Где-то там работающий или, может быть, временно отдыхающий Никич. Ух ты, культ хочет обновиться внезапно. Что это вы там решили обновлять? Пофиксили баги. Что-то с талисманами. Какая-то кнопочка. Паучки дропают ожерелья. Паучки дропают ожерелья, если они исчезают, видимо, на утро. Как раз таки проблемы с шкалой прогресса, если она забаговывается, вроде как они пофиксили. Пофиксили смерть третьего босса? У кого-то он не умирал, хотя должен был. Слушай, отлично. Хорошо, нам такое не попалось. Так, и пофиксили какой-то софтлок. Окей. Что-то поменяли в оверлее. Что-то поменяли в настройках. Интересно, надеюсь, это не особо сильно повлияло на производительность. Скалирование в настройках текста добавили. Еще добавили теневые... Что-то добавили, короче, к настройкам теней. Хитрить, я надеюсь, они не испоганили производительность Cult of the Lamb. Ну ладно, нас в любом случае интересует Tangle Tower, у которого, скорее всего, опять сбросились настройки звука. Ну да ладно, мы справимся. Теперь он не умирает. Это было бы козленько. Да, настройки звука, которые не хотят оставаться на своем уровне. Понимаю. Мне тоже редко хочется оставаться на своем уровне. Все-таки есть оленину. Перед сном вчера было очень плохой идеей. Я усох. В смысле усох? Куда ты усох? Слышь, Лазероль, а ну распухай. Заливай в себя всякие жидкости и распухай. В какую шоколадку дали? Дискорд скинул. Так, Максин, а ну делись Saints Row. Где мой Saints Row? Где мой Ghostwire Tokyo? Они вкусненькие, да. Башарончик очень вкусненький. И что самое полезное, вот эта коробочка, которая от бушерона остается, ее можно использовать. Я ее использую для того, чтобы делать палитру. Ну и шоколадка вкусненькая, да. А с каким вкусом, кстати? Или это секрет? Или тебе решили устроить сюрприз? Не сказали, что за вкус? Я бы с радостью на меня диск. Но мне, похоже, нужно открывать сбор поддержки на то, чтобы закупить несколько дисков. Потому что очень хочется поиграть. Играть нужно на консоли, и, видимо, нужно покупать диски. Потому что диджитал-версию мои щачлы не потянут. Точнее, не мои щачла, а не получится купить. Так, на что у нас... Мы пообщались с Фитцем. Мы порасспрашивали Фифи. У нас осталось 2 предмета, которых мы не нашли. У меня очень большой вопрос. Этот аквариум как-то явно... Как объяснить мои мысли? У нас есть вот здесь аквариум, здоровенная колба, и не совсем понятно, что это такое. Вот здесь наверху у нас явно есть начало этого аквариума, но у нас вот здесь отсутствует. Должна быть какая-то комната здесь, в которой, соответственно, присутствует еще одна часть аквариума.
Это комната Пенелопы. И когда мы трогали стенку в комнате Пенелопы, она была теплая. И это было странно. Вопрос. В эту комнату можно попасть из комнаты Пенелопы или отсюда? Горький шоколад вроде бы. Вкусненько. Nice room. It's a mess. But yeah. Так нет, не из комнаты Фифи. Nice room. It's a but yeah. That bed. It's like Does it no. it's not coming from the bed? That bed. Does it no. it's not coming from the bed? Not That coming might from be the the bedroom. That might be the most. Интересно, как туда попасть? Big question I have. No answer I see. Должна быть какая... По-любому что-то с этой комнатой должно быть связано. Сейчас на минутку отвлекусь. Блин, а в голове все еще играет музыка. Well, chirp. It's a chart of the solar. Which planet are you from? It's tidier than my desk. The notebook. Even the most well-used notebook. Давай лишний раз проверим по всем комнатам. It's full of tea. Criminal. It's tidier than my desk. Even the most well-used. Мы нашли у него бумаги, которые никак не связаны с астрономией. И у нас есть подозрение, что он нас чем-то обманывает. A spot. They're in very good condition. Even the most well-used. И меня все еще... Почему они не хотят так отсюда? It's tidier than my desk. Even the most well-used. В записи. There's something kinda. I just expect. Trinkets. They're clearly gifts. Может, его о чем-то дополнительно спросить? Маленькая линза. What's this? Что это? It looks like it might be a telescope. Кажется, это телескоп. Thought you might know something about it. Я думал, вы о нем что-нибудь знаете. Well, it certainly is a telescope. Да, это точно и есть телескоп. It has a part there to screw onto a tripod, you see? Видите эту часть здесь? Это чтобы прикреплять его к штативу. It's rather small, though. I'm not sure you could see many stars with it. Но он такой маленький, не думаю, что из него увидишь много звезд. No, probably not. Нет, вероятно, нет. Ярю. Блин, я не могу, он меня... Ох. Я не знаю, хорошо ли это плохо, когда какие-то действия и эмоции могут флешбэчить тебя к музыкальным клипам. Нужно поговорить с Пенни. О чем? Ну о цветах и о бумажке. В принципе, разумно. Про поинтер. Can't say I've ever taken an interest in Uncle's astronomy. Не могу сказать, что когда-нибудь интересовалась астрономией дядюшка. On occasion I've dared to visit him in his tower, but I always regret it. И иногда я осмеливалась навещать его башни, но тут же об этом жалела. It's all just a little too abstract for me. Для меня это слишком абстрактно. What do you mean? Что вы имеете в виду? Oh, did you know the sun is apparently over 400,000 miles wide? А вы знали, что Солнце, оказывается, в ширину превышает 640 тысяч километров? Okay, so what should I do with that information? How does it help me? Итак, что же мне делать с этой информацией, чем она мне поможет? Don't look at me.
You're the one who memorized it. Не смотрите на меня, это вы изобрели эти данные. Действительно. У меня так неделя музыка в голове играла, но потом в голову засела вторая, и был баттл между ними. Это самое беспощадное, что может произойти. Давай про цветок. Yes, it's my my flower. Да, это мой цветок. You don't like it? Он вам не нравится? I'm no good at caring for plants. I forget to water them. Я не умею ухаживать за растениями, а забываю их поливать. Birds are much easier. They're a lot more vocal when they get thirsty. С птицами гораздо легче, они такие громогласные, когда им хочется пить. Do you at least like the look of the flower? А вам, по крайней мере, нравится, как цветок выглядит? The look? Выглядит? The colors? The shape of it? Цвет, форма. Between you and me, I think it's a little vulgar. Между нами. Мне кажется, он немного вульгарен. Без комментариев. Понимаю. That's rather strange now, isn't it? Это странно как-то, да ведь? We found it in your room. Мы нашли их в вашей спальне. Just lying around, was it? Что, они просто так валялись на видном месте? Nope. You'd hidden it, but we found it. Нет. Вы их спрятали, но мы их нашли. We do that. Это наша работа. Who's the her in the message? And what's the deal with the petals? Кто это она в сообщении и зачем нужны эти лепестки? It's really none of your business. А вас это вообще не касается. Not a fan of insects myself. Я не люблю насекомых. Проспера, привет. Whose research is this? Чье это было исследование? We were hoping you might know. Мы надеялись, что вы будете знать. No, can't say I. Нет, не могу сказать. Freya, perhaps. Может I know she быть, was Фрей. Always very fond of grubby little things like this. Я знаю, ей всегда нравились вот такие вот вонючки. Noted. Так и запишем. Мне кажется, можно попробовать потыкаться в Флору. Она у нас, конечно, не особо говорливая, но мало ли, может, она еще на что-нибудь намекнет. Банда спит, тебе дали постримить, банда работает. I don't know what that is. Я не знаю, что это такое. Понимаю. There's something about those petals we found in Penny's room. Something. Let's ask her about it. Так, сейчас будем устраивать допрос. Понеслась. So, yeah. Ты детектив или кто? Почему ты себя ведешь, как будто ты предлагаешь ей пойти на свидание, гримуар? Ох. Звучит двояко. А выглядит-то как двояко. We found this. Мы нашли это. Oh, that. А, это. That's nothing. Это ничего. You wrote, "Now I'll get her" on a piece of paper and hid it in your room. Вы написали «Теперь уж я ее достану» на бумажке и спрятали ее у себя в комнате. That's not nothing. Это что-то да значит. Actually, it's not the message I wanted to ask about. Вообще-то, я не о записке хотела спросить, It's those red flower petals. а об этих красных лепестках. The petals. Лепестках. They're from red roses. Эти лепестки с красных роз. And there's only one place in Tangle Tower with red roses. А в путанной башне есть только одно место, где растут красные розы. We need a clue. Something that shows the roses and who they belong to. Нам нужна улика, что-то, что покажет розы и того, кому они принадлежат. Рисунок? It's a drawing of Fitz and Poppy in the rooftop garden. На этом рисунке изображены Фитц и Поппи в саду на крыше. See what Fitz is holding? Видите, что держит в руках Фитц? I can't imagine what you're getting at, but it doesn't matter.
Я и представить себе не могу, на что вы намекаете, но это не важно. I couldn't have taken anything from the rooftop garden. Я не могла бы ничего взять из сада на крыше. It's only accessible from Fitz's room or Poppy's room. Туда можно попасть только из комнаты Фитца или из комнаты Поппи. How could I have taken something from a garden to which I have no access? Как я могла взять что-то из сада, в которое я не могу попасть? Is it really only accessible from those 2 bedrooms? Туда, правда, можно попасть только из этих 2 комнат? For most people, it would be. Большинство людей, да? But don't forget, Penny's the resident ornithologist. Но не забывай, Пенни орнитолог. My dears, what are you accusing me of? Так, дорогуши, в чем это вы меня обвиняете? Украл у них деньги. Украл у них улики. Но это не сработало, наверное. Выбросили его, забрали. Могла подкупить. Одна из птиц Пенни шпионила для Пенни, которую интересовали Поппи и Фитц. Но это не сработало? One of Penny's birds was used to spy on Poppy and Fitz, but it didn't work. Almost. Maybe just change one thing. One of Penny's birds was used to spy on Poppy and Fitz and distract them. Almost. Maybe just... И украл у них One улики. of Penny's birds was used to spy on Poppy and Fitz and steal evidence from them. We know those two have been spending time together in the rooftop garden. Мы знаем наверняка, что эти двое проводят время вместе в саду на крыше. I'm guessing you got paranoid. Wanted to know what they were up to. Думаю, вы запараноились, и вам захотелось узнать, чем они там занимаются. I'm just not the jealous type. I would never suspect Fitz of... Я не ревнивая, никогда бы не заподозрила Фитца. anything like that. Ни в чем подобном. Besides, Tabitha hardly ever leaves her cage. Кроме того, Табата вообще никогда не покидает клетку. She's certainly never flown up to the rooftop garden. Она точно никогда не летала в сад на крыше. We need a clue to compare with Penny's birds. Нам нужна улика для сравнения с птицами Пенни. Перья, которые мы нашли. Потом они в какой-то момент объединились и создали третий шедевр. Он уже дальше засел в голове. Да, такое тоже часто бывает. Something to prove one of them has been in the rooftop garden. Что-то, что докажет, что одна из птиц была в саду на крыше. Перья. Let's take a closer look at these. Давайте поближе взглянем на них. Желтое перо. Помогло убить. Помогло убить. Стояла за собой желтая птица Пенни, когда она посетила сад на крыше. Стоп, а кто из них Табата, а кто из них кто? У нас два варианта. Либо фиолетовая, но мне кажется, она слишком фиолетовая. Желтая. Скорее всего, желтая. Ой! You wanna become famous? Цена ниже любого конкурента. Учитывая, что вы одни и спамите это дерьмишко, вас, видимо, очень сильно прижимают. Ах, бацы, бацы. Бацы, бацы. This yellow feather was left behind by Penny's yellow bird when it visited the rooftop garden. Глубокий вздох от Пенни.
Глубокий вздох от меня. I can't stand it! Я не собираюсь это терпеть. Knowing the two of them are hidden away up there in their private little garden. Знаю, что эти двое спрятались там наверху в своем частном садике. I couldn't risk spying on them myself, so I asked dear Tabitha to do it for me. Я не могла сама шпионить за ними, поэтому я попросила Табату сделать это за меня. I knew she'd be able to bring me back some evidence. Я так и знала, что она не найдет для меня доказательства. Sorry, Penny, but are you not overreacting a little? Простите, Пенни, а вы не слишком остро на это реагируете? You don't understand. Fitz is slipping away from me. Вы не понимаете. Фитц отдаляется от меня. He's so quiet with me these days. Он такой тихий со мной в последнее время. But being with Poppy seems to bring him out of his shell. А вот с Поппи он словно выходит из своей скорлупы. I don't know what he sees in her miserable little... Не знаю, что он не видит. Ух, это паршивка. I apologize. Прошу прощения. This really isn't your burden to bear. Не стоило вас напрягать этими разговорами. Well. Поговорить с Фифи? А о чем еще? Предлагаю бесплатную акцию каждому боту по лицу Банхаймером. Воистину. Только так. Так, у нас осталось подозрение на Пойнтера и на Фитца, которые мы никак не смогли ни с чем связать пока что. Ну мы не расспросили относительно всех. Давай расспросим. Хокшоу. Name, Haksha. Age, unknown. Profession, private detective. Имя Хокшоу. Возраст неизвестен. Профессия частный детектив. Likes, quote, being left alone. Интересы. Цитата. Чтобы меня оставили в покое. Dislikes, quote, being constantly badgered by a weirdo nerd with a clipboard. Неприятие. Цитата. Когда мне все время надоедает странная заучка с доской и планшетом. Бедняга Фифи. Как продвигается расследование? Привет всех. Привет, Валера. Да, потихоньку мы только-только вливаемся. Но мы очень близки, судя по тому, что у нас осталось 2 подозрения, и мне кажется, у нас должна быть еще одна дополнительная комната. Вопрос, как туда попасть. Name, Percival Pointer. Age, 57. Profession, none. Как-то идем. Имя Персиваль Пойнтер. Возраст 57 лет. Профессия отсутствует. I'm pretty sure he's an astronomer. Я практически уверен в том, что он астроном. Oh, yes, of course. Да, конечно. How uncharacteristically forgetful of me. Такая забывчивость нетипична для меня. Она специально игнорирует то, что он считает себя астрономом. Name, Fitzfellow. Age, 24. Profession, cryptobotanist. Имя Фитцфеллоу. Возраст 24 года. Профессия криптоботаник. Likes soil, dislikes electric lights. Интересы почвенный, приятель электрический свет. Hang on. Cryptobotanist? I thought he was just a gardener. Подождите-ка, криптоботаник? Но я думал, что он всего лишь садовник. That may well be his preferred label. Mine, however, is more accurate. Возможно, он предпочитает именно эту должность, однако мои данные верны. Do you and Fitz not see eye to eye, Fifi? Фифи, вы не разделяете точку зрения Фитца? We do not. Так точно. Well, I wouldn't have thought so. He's well over 6 foot and you've got to be just barely 5. Это здесь причем гримуар? Ну, что ж тут удивительного. Он ростом за 1,80 м, а вы едва до 1,5 дотягиваете. So, what's your problem with him? Так почему вы с ним не ладите? Exactly 1 week ago, I witnessed him sneaking up Pointer Tower. Ровно 1 неделю назад я увидела, как он тайком проник в башню Пойнтеров. He was making every effort to avoid detection. Он сделал все возможное, чтобы его не заметили. So? He was also carrying a knife. И у него в руках был нож. Она вот это назвала ножом. Разукрашенный совок. Это
совок. There's something about the report of something. Let's ask him about it. Что-то про совок она. Это про совок. Это не нож. Давай просто их спросим. Name: Penelope Pointer. Age: 27. Profession: ornithologist. Убийца дворецкой? Или все-таки самоубийство? А что мы вообще расследуем? Вряд ли самоубийство, хотя кто знает, учитывая, что ей пришлось нацедить вместо красной краски своей крови. Но есть все-таки подозрение, что ее кто-то убил. Имя: Пенелопа Пойнтер. Возраст: 27 лет. Профессия: орнитолог. Likes: birds. Dislikes: insects. Интересы: птицы. Неприятие: насекомые. Notes: Penelope is very beautiful. Примечание: Пенелопа очень красивая. I have never had very much in common with her. У меня никогда не было с ней ничего общего. Name: Poppy Pointer. Age: 19. Profession: oh. Имя: Поппи Пойнтер. Возраст: 19 лет. Профессия: Apparently, Poppy has defaced my notes. Under profession, I had, of course, originally written pianist. оказывается, Поппи исковеркала мои заметки. В графе профессия у меня было указано пианистка. But she has crossed that out and written the ghost of Christmas yet to come. Но она это вычеркнула и написала «Призрак ненаступившего Рождества». Неплохо. Интересная профессия. Радикальное рисование нет. Она условилась со своей подругой Флорой, что они будут делать картину, рисовать картину. И, судя по всему, перед тем, как к ней приступить, она обнаружила, что у нее украли красную краску. Видимо, не имея возможности ее найти или заменить, она решила вместо красной краски нацедить крови. Художники. Отчаянные души. Так, Флора. Ох, ядрить. Ох, ну ладно, понеслась. We met Felix, your husband. Мы познакомились с вашим мужем, Феликсом. He's one of our suspects, and he seems pretty suspicious, if you ask me. Но он один из подозреваемых, как по мне, так он выглядит достаточно подозрительным. So, if you want to stick up for him, now's your chance. Так вот, если хотите его защитить, это ваш шанс. Nice try. Зря старался. Простите. А свои-то зачем? Вот принесла бы кого-то в жертву искусству. И мы были бы здесь совсем из другого убийства. Не, на самом деле, чья кровь нам неизвестна. Мы просто знаем, что вместо красной краски на картине использовалась кровь. Чья это кровь, мы доподлинно не знаем. Это лишь наше предположение. Что, скорее всего, ее. We spoke to your daughter Fifi. Мы поговорили с вашей дочерью Фифи. She's some kind of super intelligent scientist. Она такая суперски эрудированная ученая. You must be proud of her. Вы, должно быть, ей гордитесь. We spoke to Hawkshaw. А мы также поговорили с Хокшоу. I assume she didn't get anything out of you either. Полагаю, она из вас тоже ничего не вытянула. I bet that really ticked her off. Спорим, ее это вывело из себя. Do you and Fitz have anything to do with each other? У вас есть что-то общее с Фитцем? Other than your initials. Ну, кроме ваших инициалов. You know the guy in the other tower? Weird astronomy professor guy? Вы знакомы с мужчиной из другой башни, этим странным профессором астрономии? Can you see him from your window? Вы можете его видеть из своего окна? Can he see you? А он вас может видеть? What do you know about Penny? Что вы знаете о Пенни? I can't really imagine those two being friends, to be honest. Если честно, не могу представить, что они дружили. You never know. Никогда не знаешь. Do you and Poppy get along? Вы в хороших отношениях с Поппи? Nothing
Shocker. Ничего, да ладно. Grimoire, what could you possibly be writing down? Гримуар, что ты вдруг решил записать? Oh no, I gave up making notes ages ago. А, не, я уже давно забросил делать заметки. Now I'm just doodling in the margins. Теперь я просто рисую на полях. Действительно. А Флора не очень разговорчивая. Она вообще не говорит. Она не сказала ни одного слова за все то время, пока мы здесь. Единственное, что она сделала, это один раз указала на стопку книг, в которой были рисунки. Все. Она максимально не взаимодействует с внешним миром. Восхитительная женщина. You haven't seen this yet, have you? Вы еще ее не видели, да? It's a little model of you. Это статуэтка, ваша маленькая копия. Who were the other people next to you? Кто эти люди рядом с вами? Она же вроде про птичку говорила или нет? Она рисунок? Разве она рассказывала? Мне кажется, кто-то другой рассказал про нее. Но даже если так, она единственная нам рассказала про птичку. Все. Казалось, что кто-то другой рассказал про птичку. Кто эти люди рядом с вами? Кто-то. What do you think of your husband's hobby? А что вы думаете о хобби вашего мужа? Do you have any hobbies? А вы чем-нибудь увлекаетесь? Silence. This is a photo of Fifi, isn't it? Your daughter? Это же фотография Фифи, не так ли, вашей дочери? Зато с ней очень быстро пробегаешь по всем уликам. Прошлый тест у меня 98 баллов из 100 возможных. А этот? Или его еще не было, он только будет? Have you seen this book before? Вы когда-нибудь видели эту книгу? Do you know who it belongs to? Знаете, кому она принадлежит? I really thought she was gonna say something there. Я действительно думала, что она что-то скажет. А, это результат теста, который прошел. Слушай. Я думаю, это, наверное, один из лучших результатов. Отличные комментарии, Do you мне нравятся. recognize any of these feathers? Вы знаете какие-нибудь из этих перьев? Do you know anything about these birds? Вам что-либо известно об этих птицах? Or birds in general? Или вообще о птицах? Do you know anything about this beetle? А что-нибудь об этом жуке? Окей. Why not? Так, ее обо всем спросили, Фифи обо всем спросили, Феликса нужно, наверное, еще потыкать. Мне хочется всех обо всем спросить, чтобы как бы наверняка. My daughter Fiona, Моя дочь Фиона. our little burgeoning genius. You've met her? Наша растущая малышка гений. Вы с ней уже познакомились? We did. She's going by Fifi these days. Да, и нынче она известна под именем Фифи. So I've heard. Да, I я asked слышал. her some weeks ago. What's wrong with your real name? Я ее пару недель назад спросил, что плохого в твоем настоящем имени. She told me, get this, she wanted a name with an even number of syllables. А она мне говорит, вы только послушайте, что всегда хотела имя с четным числом слогов.
Во вторник, общий тест за все время, что уже прошли, я пипец как нервничаю, хотя я один из лучших в классе, если не лучше, но все равно страшно. Ну это нормально, то, что тебе все равно страшно. Даже когда ты лучший, ты в любом случае достигаешь прогресса и результата не для кого-то, а для себя. В первую очередь, как-никак. Так что это нормально, что нервничаешь, но я уверена, что у тебя хорошо получится. She makes up the strangest things when she's under pressure. Она всегда выдумывает диковинные вещи в стрессовых ситуациях. What makes you think she made that up? А почему вы думаете, что она это выдумала? I happen to know the real reason she prefers Fifi over Fiona. Потому что я знаю настоящую причину, почему она предпочитает Фифи Фионе. Oh, yeah? Да. It's what Freya called her. Ее так Фрей называла. Ну да, она у Фрей на рисунке подписана Фифи. Quite the character, eh? Да, еще дамочка, да? A fellow member of the Order of the Crimson Cloak. Соратница по Ордену Багровой Мантии. Is that a real thing? А такое существует? No, I just meant because we both wear, Да не, мы же оба носим, you know, red capes of a sort. красные плащи, понимаете? Has she questioned you yet? Она вас уже допрашивала? If you call that questioning, she seemed bored by everything I had to say. Если это можно было назвать допросом, все, что я говорил, навевало мне ужасную скуку. I heard on the grapevine. Supposedly Hawkshaw is searching for some rare item. Я тут по сарафанному радио услышал, говорят, Хокшоу ищет какой-то редкостный предмет. Something called the Golden Beetle. Так называемого золотого жука. Honestly, it's probably a bunch of sensationalist rubbish. Если честно, это наверняка какая-нибудь сенсационная ерунда. You reckon? Вы так считаете? Quite sure. There is no treasure called the Golden Beetle. Уверен, не существует никакого сокровища под названием Желтый жук. How do you know? А вам откуда знать? Because I would have heard of it. Так ведь я бы об этом услышал. Сейчас мы тебе покажем документики. Документики. Кстати, всех с Ацукуми это праздник Луны. Праздник Луны? А как его отмечают? Праздник Луны звучит очень хорошо. Мне сразу представляется выйти ночью куда-нибудь либо в лесочек, либо на какую-нибудь полянку. Празднуется 15 числа 8 месяца по лунному календарю. 15 число по лунному календарю это всегда полнолуние. Так что дата плавающая в этом году 10 сентября. Так, Фитц. I don't trust him. Фитц, я ему не доверяю. He's slippery. Never commits to anything. Он увертый. Brain like an onion. Никогда не берет на себя никаких обязательств. У него лук вместо мозга. An onion? Лук? Did you two have an argument? Ну и что с ним? Поспорили о чем-то? No, but my daughter doesn't like him at all. О, нет, но моей дочери он совсем не нравится. And I trust Fiona's judgment entirely. She's a very vigilant young woman. А я полностью доверяю мнению Фиона. У меня такая бдительная девушка. Percival Pointer. Good old Percy. Персиваль Пойнтер, старина Перси. So, what do you reckon? Is he the murderer? Так, вы думаете, это он убийца? I don't know, maybe. We still need... Не знаю, может быть, нам еще... That is not information we're willing to share at this time. На данный момент мы не собираемся делиться этой информацией. I'm just saying, keep an eye on him. Да я просто говорю, не спускайте с него глаз. Holds on to a lot of bitterness, does old Pointer. Не переполнен горечью наш старина Пойнтер. Just because he's always struggled to support his family. Все потому, что всегда едва находил средства для поддержки семьи. Slightly pathetic, really. Плачевная ситуация, знаете ли. And how long have you known him? И как давно вы с ним знакомы? Over 35 years. Более 35 лет. Childhood friends? Rivals? Друзья с детства? Соперники?
Don't know if I'd do him the honor of considering him my rival. Не знаю уж, если я окажу ему такую честь, чтобы назвать его своим соперником. Penelope seems to have really settled into a groove. А Пенелопа, кажется, хорошо устроилась. She struggled a bit when she was younger, always a little estranged. Нелегко ей было, когда она была маленькой, всегда была немного отчужденной. How come? Well, she was mostly raised by her uncle, and he really only makes time for his own daughter. Ну, ее в основном воспитывал ее дядя, а он уделял время только своей дочери. Now, of course, she's bringing the two families together through her marriage. Теперь же, конечно, она соединяет две семьи посредством женитьбы. It's a nice gesture, heartfelt. Миленький поступок, искренний, сердечный. Скорее, чем искренний. But futile. Хотя и тщетный. Poppy's a good friend to my daughter, always has been. Поппи дружит с моей дочерью уже давненько. I think they get on well because they're so different. Мне кажется, они хорошо ладят, потому что они совсем разные. Different, like how? Разные как? Poppy is, she's quite introspective, good with feelings. Ну, Поппи, она такая вдумчивая, хорошо разбирается в чувствах. Fiona, not so much. А Фиона нет. Still, Poppy always seems to be sulking about something. Но при этом Поппи всегда из-за чего-то хандрит. The heavy, heavy price of emotional intelligence. Дорого, очень дорого приходится платить за эмоциональную отзывчивость. Ох, идите. Where did you find that? А где вы нашли это? It was in the library. В библиотеке? Really? Да? How odd. Как странно. Странно найти книгу в библиотеке? These drawings are quite precious. Эти рисунки очень дорогие. I'm surprised Flora let you see them. Удивительно, что Флора показала их вам. What happened to the bird? Did it die? А что случилось с птицей? Она умерла? I don't know. Я не знаю. Seems likely, though, doesn't it? Но вполне вероятно, не правда ли? Why would someone lock up a book like that? Зачем запирать книгу подобным образом? We think it's a secret diary. Мы думаем, что это тайный дневник. Aha! Teenagers are funny, aren't they? Ага, подростки такие смешные, да? Ага. That looks like it might belong to Fitz. Кажется, это принадлежит Фитцу. I've never seen that before. Я еще никогда такого не видел. Looks valuable. Кажется ценным. Now this is still in very good condition, apart from the crack, of course. Она еще в очень хорошем состоянии, если не считать трещины, конечно. What about those shards on the inside of the horn? А что насчет этих осколков внутри горна? Looks like somebody broke a glass and was trying to conceal the evidence. Кажется, кто-то разбил стекло и попытался скрыть доказательства. Cunning. Хитро. Еще сегодня день занюхивателя. Что конкретно следует занюхивать в этот день, точно неизвестно, но однозначно что-то приятное. Например, все те же цветные ароматные букеты или приятный парфюм любимого человека. С утра приятно будет вкусить бодрящий аромат кофе, а вечером занюхивать можно что-то и покрепче. Для такого занюхивания подойдет черный хлеб, лук, селедка. А можно я просто ограничусь ароматическими палочками? Не чем-то более крепким. Хотя свежий хлеб звучит тоже как хорошая идея. I've never been one for music. У меня никогда не было никакого дела до музыки. Why not ask Poppy instead? Почему вы не спросите у Поппи? Oh dear. Ох, мамочки. Do you know who this is? Вы знаете, кто это? Not a clue. Понятия. Я прям восхищаюсь тем, как они отрицают, что это Поппи. The statue was up in the rooftop garden. Эта статуя стояла в саду на крыше. Yes, it's been there a while. Да, она там уже давно стоит. You can see the brass is slightly tarnished by the elements. И как видите, мне слегка потускнело из-за воздействия стихий. But it's not too bad.
might be salvageable. Оно еще не все потеряно, можно еще спасти ее. Is that a clue? Really? Это улика, серьезно. It might be. Ну, она может быть. Действительно. Праздник Луны, урожай и тому подобное. К столу подается цукумиданга и другая сезонная еда. Сладкая картошка, орехи и бобы. Часто как украшение домой заводят колоски сусуки японского мисканта. Друзья собираются вместе, любуются луной и едят. Но еще частично как символ праздника ассоциируется со стихами танка. 31-слоговая пятистрочная японская стихотворная форма. Ну, в принципе, у меня была правильная ассоциация, что собираться вместе, любоваться луной, чем-нибудь перекусить. Блин, звучит заманчиво. Было бы действительно очень приятно собраться ночью где-нибудь, где хорошо видно небо, без всяких вот этих городских огней. Также невольно вспоминается легенда принцессы Гагой. Да. Она прям всплывает. Bizarre things, aren't they? Странные существа, а? Penelope seems rather attached to them. Пенелопа, кажется, жутко привязана к ним. Do you not feel sorry for them А in вам that их не little жалко? cage? Что они в такой маленькой клетке? Come now, I'm sure they could leave if they really wanted to. Ой, да будет вам, я уверен, что они давно бы улетели, если бы захотели. That looks like it might belong to Fitz. Кажется, это принадлежит Фитцу. Goodness me! Ничего себе. What's this all about? Some kind of rare jewel? А это еще что такое? Какая-то редкая драгоценность? I'm pretty sure the research is about a real insect. Я почти уверен в том, что исследуется настоящее насекомое. If it's made of gold, then it's made of gold. И если оно сделано из золота, значит оно сделано из золота. Действительно. Why don't you ask Fiona about that one? Ну, почему бы не спросить это у Фионы? Looks like her area of expertise. Кажется, это ее. Она в этом разбирается. Так, обо всем спросили. Дергаем. Ох. I think it's kind of cruel to keep 3 birds in one cage like that. Мне кажется, это жестоко держать 3 птиц в одной клетке. Does Penny not let them out to fly? Пенни их не выпускает из клетки. Oh, she does. She must do. But I don't think they're allowed to go far. Но выпускает, как же без этого. Но не думаю, что им разрешается далеко улететь. Penny can be a little protective. Пенни иногда слишком оберегает их. You get some weird insects around here. Здесь встречаются странные насекомые. But I've never seen one like that. Но такого я никогда не видела. I'm not sure anyone has. Не думаю, что кто-то его видел. Freya might have. She used to keep beetles in a box. In her Фрей, room. наверное, видел, у него была коробка с жуками в комнате. Why? Зачем? For fun, obviously. Потехи ради, естественно. Кстати, а ведь действительно, она же просила Фитца, чтобы Фитц закидывал ей в эту коробочку насекомых. И сейчас эта коробка пустая. А что если действительно там попался этот золотой жук? Never seen that one before. Was it in the greenhouse? Никогда не видела его до этого, оно было в теплице. No, we found it in Penny's room. Нет, мы нашли его в комнате Пенни. Right. Действительно. Did you find that in Fifi's room? Вы нашли его в комнате Фифи? No? Нет. Should we have? А должны были? No, it's just... Нет, просто. It looks like something she'd use, don't you think? Это похоже на что-то, что она может использовать, вам так не кажется? Так, ну понятно, ничего интересного. Так, пошли трогать Фитца. Хотя, можно еще Хоук-шоу допросить. Мы ее относительно всех спрашивали, нет? Кажется, нет.
Да, у нас есть относительно кого еще спросить. Легенда о глупом императоре, который не понял намека, и из-за этого она грустная. Да. Такое, увы, бывает слишком часто. I'll say this: he's well suited to physical labor. Но она все равно прекрасная, эта легенда. Скажу прямо. Он прекрасно подходит для физического труда. Это она офица. That's a nice way to put it. Хорошо сказали. Fitz spends most of his time alone in the greenhouse, Офиц большинство времени проводит один в теплице. but I heard he's been breeding experimental flowers. Но я In слышала, что он secret. втайне выводит экспериментальные цветы. Whoa, scandal. Скандальчик. I just wonder if he's getting restless. Я просто думаю, а вдруг ему не сидится на месте. Professor Pointer's a respectable astronomer. Профессор Пойнтер является уважаемым астрономом. Keeps himself to himself. Держится особняком. What? Что? We're just surprised. Мы просто удивились. That was the most polite you've been about anyone. Так вежливо вы еще ни о ком не отзывались. I find her rather embarrassing. Little more than a spoiled child. Она вызывает у меня чувство досады, просто избалованный ребенок. Penny must be at least 25. Пенни же как минимум 25 лет. 27. 27. Just makes it worse. И от этого только хуже. Poppy has remarkable musical talent. У Поппи удивительный талант к музыке. She could be famous, wealthy even, if she wanted to. Она может стать знаменитой, даже богатой, если захочет. She'd probably have to leave Tangle Tower first. Для начала ей, наверное, придется покинуть путанную башню. Quite. Верно. Так. The people here are surprisingly materialistic, considering how sheltered they are. Здешние люди, на удивление, материалистичны, несмотря на то, что они так оторваны от мира. Materialistic? Материалистичны? Growing this fruit simply because it produces a gemstone-like material. Выращивать эти фрукты только потому, что они похожи на самоцветы. For what possible purpose, other than financial gain? Ради какой это может быть цели? Явно же для финансовой прибыли. You're speculating. Это всего лишь догадка. What would you do, Grimoire, if you could grow valuable stone straight from the earth? А что бы вы сделали, гримуары, если бы могли выращивать драгоценные камни прямо из земли? В 7 утра химик только проснулся и сразу пришел. Доброе утро, химик! Просыпайся, приводи себя в порядок. Завтракай, и вот это вот всякое безобразие. This is a potential murder weapon, is it not? Это потенциальное орудие убийства, не так ли? I don't know. Ну, не знаю. I don't think the murderer would leave the murder weapon just lying around. Не думаю, что убийца взял бы и оставил вот так орудие убийства валяться где попало. I think you'd be surprised as to what people leave lying around. Думаю, вы удивитесь, если узнаете, что только люди не оставляют где попало. И это справедливо. 14 часов сна, организм, что с тобой? Организм, сказал химик, отдохни. Some breed of amphibious humanoid, potentially bipedal. Какой-то вид гуманоида амфибии, возможно, двуногой. Although none of the statues show the creature's feet. Хотя ни на одной статуе не изображены ноги этого существа. I guess we'll never know. Видимо, мы никогда не узнаем. Is that a clue? И это улика. Don't know. It was important enough to be framed, though. Не уверена, но они важные, раз их вставили в рамку. I framed my law degree, doesn't make it a clue. Я свой юридический диплом повесила в рамке, но это не значит, что это улика. Same? Yeah? Также, да. Black Dragonheart, привет. Хорошего тебе денечка. Привет. Who's that? А это кто? Not sure. It doesn't really look like anyone we've met so far. Не уверена, не похож ни на кого мы уже видели. Strange. Странно. One of 3 statues depicting the same creature. Одна из 3 статуй, изображающих одно и то же существо. This one is wearing headphones. Но это в наушниках. Perhaps they belong to someone who likes music. Возможно, они принадлежат кому-то, кто любит музыку. They're not headphones. They're earmuffs. For blocking out sound. Это не простые наушники, они блокируют звук. Perhaps they belong to someone who doesn't like music. Тогда, возможно, они принадлежат кому-то, кто не любит музыку.
Do you also have a pile of leaves as a clue? А может, у вас еще и кучка листьев считается уликой? Oh, not yet. Did you see some suspicious leaves? Ну, и пока что нет. А что, вы видели какие-то подозрительные листья? Чисто технически у нас являются уликой листья цветка. Так что это у нас тоже есть. Надо качать какоми, черт ее. По чем я был вчера, не знаю, но да. Будем качать какоми вместе. Мне, кстати, какоми очень нравится. Three birds, one cage. 3 птицы, 1 клетка. What makes them worth keeping cooped up, I wonder? Интересно, что заставило владельца держать их вот так заперти? Would they not be happier flying free? А разве они не были бы счастливее на свободе? But then they might fly away from Tangle Tower entirely. Но тогда они могут улететь из путанной башни. I wonder if they would. Интересно, улетели бы они или нет? And you consider that important evidence, do you? И вы считаете это важным доказательством, да? Так, ну обо всем спросили. Так, время трогать Фитца, но единственное, что я хочу... Нет, не это я хочу. Еще чуть-чуть звук убавить. Суки. Как дела, как успехи? Потихоньку. У нас осталось 2 человека, на ком нет подозрения. Точнее, как, на ком мы не отработали подозрения. Это Фитц и Персиваль. На Фитце мы сейчас пойдем сейчас, на Персивале, мне кажется, мы еще не собрали все до конца. У меня есть подозрение, что вот здесь прячется комната, но мы не знаем, как туда попасть. В общем, потихоньку. Но я думаю, за сегодня мы должны пройти игрушку. Сейчас я, правда, на пару минут отойду. У меня что-то очень сильно хочется чихнуть. Надо промыть, наверное, нос, чтобы перестало хотеться чихать. Жалко только, что среди местных еще друзей нет. Минеральцам это нафиг не нужно. Но еще я немного простыла, так что в этом году праздновать не получится. Я надеюсь, у тебя обязательно получится в следующем году отпраздновать все, что захочется отпраздновать. Но не расстраивайся. В левом углу знак Водолея вопрос. И это да, нам туда нужно пойти и сделать выводы. Но прежде чем делать выводы, я хочу добить подозрения по максимуму. Все в делах не говори. Сейчас, пару минут, и я вернусь.
Выздоравливайте, вы чего? Ну перекатывайтесь и хильтесь вкусняшками. И всем, чем можно. Роллеры, привет. Кто болеет, где болеет? Да чатик вон что-то сапатится. Я, конечно, тоже немножко сапачусь, но у меня есть на то причина. А я все-таки решил взять и полностью перепройти Киберпанк? С Шишкиным? С Станиславом? Чтобы почувствовать новые ощущения? Так, пошли к Фицу. Жунь. So, Fitz, Итак, Фиц. I have a report that you were seen sneaking up Pointer Tower. Мне доложили, что вас видели тайком пробирающимся в башню Пойнтеров. Holding a knife. С ножом в руках. That's not right. Это не совсем так. I don't go into Pointer Tower. I don't own a knife. And I don't sneak. Я не захожу в башню Пойнтеров, у меня нет ножа, и я ничего не делаю тайком. Was it Fifi who told you this? Это вам Фифи рассказал. How did you know that? Откуда вы узнали? A guess. She doesn't like me very much. Догадался, она меня недолюбливает. But yeah, she was mistaken. Но она ошибается. Maybe she wasn't wearing her eye lens thing. Может быть, она не надела свою линзу на глаз. What do you think, Grimoire? Что скажешь, Гримуар? Фифи видела Фитца, но у него в руках было что-то другое. Угу. Я совсем немного, только сопли, так что только иммуномодулятор и витамин С. Главное следить, чтобы не было хуже. Кибер поддерживаю, я, наверное, перепройду, когда закончит дополнять. Когда? Ага. Ага. Fifi did see Fitz, but he was holding something else. Фифи видела Фитца, но у него в руках было что-то другое. So, if it wasn't a knife, what was it? Итак, если это был не нож, то что это было? What about this? Как насчет этого? Ah, that. А, это. Is it yours? Это ваше? It was a gift. It's sentimental. Это подарок, и он сентиментален. I have no reason to take it up Pointer Tower. I don't use it at all. У меня нет причин нести его в башню Пойнтеров, я вообще его не использую. Входит набор, в который также входит... Цветок в горшке в комнате Пенни? An ornate trowel is part of a matching set with a potted flower in Penny's room. Almost. Maybe just change one thing. Нужен Фитцу, чтобы срезать цветок в горшке в комнате Пенни? An ornate trowel Нет. is used by Fitz to almost. Maybe just. Чтобы растить горшок. An ornate trowel is used by Fitz to look after a potted flower in Penny's room. Так он тайком ухаживает за ее цветком, который она пытается погубить. Естественно, Шишкин, как без него, он практически третий главный герой. Хорошо, что он не может комментировать. Немного поиграл в СК-3 в Англии в честь памяти о королеве Елизавете II. Да. Ну это, конечно, прям...
Считай, эпоха закончилась. Станислав, конечно, интересно и забавно, но Мэридит не в нашем вкусе, чтобы собой жертвовать. Могу понять. That flower. Это цветок. Yes? Да. I've never seen it before. Я никогда его раньше не видел. We need a clue to compare to that flower. Something that proves its connection to Fitz. Нам нужна улика для сравнения с этим цветком, что-то, что доказывает его связь с Фитцем. Фрукт? Одна и та же почва? С недавних пор может комментировать через геймпад. Let's take a closer look at these. Давай поближе взглянем на них. Максим, смотри, проснулся. Горшок с почвой в комнате Пенни похож на горшок с почвой в саду. The pot and soil in Penny's room matches the pot and soil found in the garden, almost. Maybe just change one thing. В теплице Фитца. The pot and soil in Penny's room matches the pot and soil found in Fitz's greenhouse. Вот с этой эмоцией Фитц у меня такое ощущение, как будто он поставит фонарь к гримуару. Просто так, потому что надоел. И прям чешется кулаки. Let me guess. Penny's flower was originally a gift from you, Fitz. Дайте угадаю, цветок изначально подарили Пенни вы, Фитц. There's no way it's a coincidence. Это точно не совпадение? No way what's a coincidence. Что точно не совпадение? The flower. It looks exactly like Penny. Цветок. Он как две капли воды похож на Пенни. It took me a long time to breed. I wanted the colors to be exactly right. Я долго старался его вывести. Хотел, чтобы цвет был идеальным. That's some gift. Вот это подарочек. Turns out Penny isn't particularly interested in looking after plants. Как оказалось, Пенни не заинтересована уходом за растениями. So I go into her room every now and again when she's not there. Поэтому я иногда наведываюсь в ее комнату, когда ее там нет. О, это так грустно. Water the flower, change the soil. Чтобы полить цветок, освежить землю. Just trying to keep it alive. Просто, чтобы он не завял. О, это тоскливо. Одинаковые горшки в одном доме, одинаковые цветы в одном доме. Да, это очень подозрительно. Но он отрицал, что он вообще связан хоть как-то с этим цветком. А если бы он не был связан с этим цветком, то у того цветка не была бы почвы из теплицы, которую он разводит здесь. A little chart of... Actually, I have no idea what it's about. Блин, у нас все еще нет ничего на поинтера. У нас ничего нет на Персивале. И вот здесь комната, мы в нее никак не можем догадаться, как понять. Короче, пошли делать выводы. Может, мы сейчас к чему-нибудь придем. That's all the statements collected. Мы получили все показания. Let's run through them all to see if anything doesn't add up. Давайте пройдемся по ним еще раз, посмотрим, вдруг что-то не сходится. To see if anyone's been lying. То есть посмотрим, не соврал ли нам кто-нибудь. That too. Черный экран. Fitz and I were up in the Moonlight Garden most of the afternoon. Вот почему для таких подарков надо заранее спрашивать. Было бы хуже, если бы он подарил, например, котенка, она была бы не заинтересована. Учитывая, что она разводит птиц, я думаю, вряд ли бы он подарил ей котенка или даже собаку. Но в целом, да. Нужно знать немножечко больше о человеке, которому делаешь подарок.
Мы с Фитцем провели в лунном саду большую часть дня. Then I heard this sound. Затем Lasted about 3 seconds. до нас донесся звук, он длился около 3 секунд. We thought it was coming from Flora's tower, so we went up there. Мы подумали, что звук донесся из башни Флоры, поэтому пошли туда. Her door was locked. Nobody was answering. Дверь в комнату была заперта, и никто не отвечал. So I made Fitz kick down the door. Поэтому я говорила Фитцу вышибить дверь. Poppy and I went in. Freya was right there, laying on her back. Мы с Поппи зашли внутрь, там была Фрея, она лежала на спине. I left my tower and headed down towards the grand hall. Я покинул свою башню и спустился в большой зал. But in the hall, I spotted Uncle Pointer heading down the stairs. В коридоре я заметила дядюшку Пойнтера, спускающегося по лестнице. I vacated the library, but before I could begin my ascent, Professor Pointer appeared. Я покинул библиотеку, но не успела я подняться, как появился профессор Пойнтер. I didn't know what to do, so I ran downstairs to get Fifi. Я не знала, что делать, поэтому я побежала вниз за Фифи. I heard someone heading down the stairs, just outside my room. Я услышал, как кто-то спускался по лестнице прямо за дверью моей комнаты. Someone began banging on the door. I ignored it until the someone began shouting at me. Кто-то начал барабанить в дверь, я игнорировала это, пока этот кто-то не начал кричать. Eventually, she let me in. Вскоре она впустила меня. I spotted Detective Hawkshaw coming out of the library. Я заметила детектива Хокшоу, выходящего из библиотеки. He emerged from the Pointer staircase, crossed the hall, and begun up the Fellows staircase. Он спустился по лестнице Пойнтеров, пересек зал и начал подниматься по лестнице Фэллоу. As I was passing through the front door, Penelope called out from behind me. Я открыла парадную дверь, как вдруг из-за спины меня окликнула Пенелопа. I inquired about the professor, and she told me he'd gone up the Fellow Tower. Я спросила ее о профессоре, и она сказала, что он поднялся в башню Фэллоу. I told her what had happened. She didn't believe me. She got angry. Я рассказала ей, что случилось, она мне не поверила и разозлилась. I thought she was playing a trick on me, so I punched her in the face. Я подумала, что она меня разыгрывает, поэтому я ее ударила в лицо. I recognized Fiona's voice as well as the voice of my own daughter. Я узнал голос Фионы, а также голос моей дочери. We left the room, and Poppy's father was waiting outside. He followed us upstairs. Мы вышли из комнаты снаружи, стоял отец Поппи, он последовал за нами наверх. I ran up the stairs, hoping to catch up with him, but Felix appeared and blocked my path. Я сбежала по лестнице, надеясь догнать его, но тут дорогу мне переградил Феликс. Back in the hallway, I bumped into a very concerned-looking Penelope. Выйдя обратно в коридор, я столкнулся с нахмуренной Пенелопой. She was heading up Fellow Tower to find Professor Pointer, so I escorted her. Она шла вверх и башню Фэллоу, чтобы найти профессора Пойнтера, и я решила ее проводить. Poppy left the room for a while. When she came back, she had her father with her, and Fifi too. Поппи выбежала из комнаты, вместе с ней вернулся ее отец и Фифи. Felix and Penny arrived shortly after we did. Вскоре после нас прибыли Феликс и Пенни, A moment later, we were gazing down on the body of poor Freya. а через мгновение мы уже смотрели на распростершееся тело бедняжки Фреи. Then I took a sample of the red paint on the unfinished painting. А затем я взяла образец красной краски на незаконченной картине. She took me down to the library. We were in there about 15 minutes. Она увела меня вниз в библиотеку, мы пробыли там около 15 минут. I quickly decided that I should leave also. Я быстро решила, что мне тоже лучше уйти. I took Penelope with me, and we both went back to our rooms in Pointer Tower. Я забрал Пенелопу, и мы оба вернулись в свои комнаты в башне Пойнтеров. I wanted to go back to my room, but I realized nobody had told Detective Hawkshaw anything. Я хотел вернуться в свою комнату, но тут я понял, что никто не рассказал об этом детективу Хокшоу. An unremarkable hour passed before the gardener finally made his appearance. Прошел ничем не примечательный час, и тут наконец появился садовник. I think she was annoyed about being made to wait outside so long. Думаю, она разозлилась на то, что ее заставили ждать на улице так долго. But when I told her about Freya, she fell silent. Но когда я рассказала ей о Фрейе, она стала молчаливой. Осталась молчаливой. That's disappointing. Это разочаровывает. What is? Что такое? All the statements line up with each other. Все показания совпадают. They don't just line up. Они не просто совпадают. Some of them even seem to specifically confirm each other. Некоторые из них определенно подтверждают друг друга. That's all the statements. Let's run through them To all. see if anyone's been lying. That too.
Fitz and I We heard thought her door it so I made Poppy Fitz left, go. but I vacated Didn't I heard. someone eventually I spotted emerged as I was inquired about. told I thought I you recognize- left the room. А зачем Импат? еще раз? А куда? А зачем? А куда мне ты? Тикать. Сейчас окажется, что убийцы мы. Да нет. Мы сюда только прибыли. Нужно обыскать сады. I'm still not sure. Should we take another look? Что вы хотите от садов? Let's come back later. It's full of the same weird water that was in the lake. Та же странная вода, что и в озере. Any fish in there? Рыба есть? Not a single one. Ни одной не видно. Although there is something in there. Хотя что-то там виднеется. It's a cassette tape. Кассета. Or it used to be. Или то, чем она теперь стала. Поврежденная кассета. Кассета повреждена из-за воды, чернила расплылись, надпись не разобрать. Здрасте, сейчас мы будем выяснять, чья это кассета. Хотя сначала, наверное, нужно попытаться ее послушать. Weird. It's someone humming a tune. Кто-то напевает мелодию. Это запись гуляющего на улице человека. Звук искажен, но слышно, как человек что-то мурлычет под нос. Так, она не знает ничего о кассете. Я решил полноценно проходить гнев праведный, когда уже все дополнения выйдут. Они же анонсировали вроде как второй сезон пасс, но все еще без подробностей. Хотя уже несколько месяцев прошло, в общем, хз когда. Надо дождаться, чтобы они подтвердили или опровергли, или сказали, что передумали. Согласна. Like it might belong to Poppy. Кажется, это принадлежит Поппи. This belongs to Poppy. In fact, she owns a number of cassette tapes. И это принадлежит Поппи. В действительности ей принадлежит ряд кассет. What happened to it, though? Но что с ней случилось? It has been left underwater for an extended period of time. Ее оставили под водой на продолжительный период времени. Right. But why? Да, но зачем? I do not know why. Я не знаю, зачем. Where'd you dig that up? Откуда вы ее откопали? It wasn't buried. It was underwater. Она была под водой, она не была закопана. Someone trying to conceal evidence, perhaps? Похоже, кто-то пытался скрыть улики. У меня есть предположение, что, может быть, это как-то Фитц ее записал. Ну, давай спросим Поппи уже непосредственно. This is mine.
Это мое? Really? Да? No, well, yes, it was. Нет, вообще-то раньше было мое. I gave it to Freya about a year ago. Я отдала ее Фрей примерно год назад. What was on it? А что было на ней? Nothing. It was blank. Freya said she wanted to record something. Ничего, она была пустая. Фрей вроде хотела записать на нее что-то. Any idea how it ended up underwater? Знаете, как она оказалась под водой? Maybe someone wanted to destroy it, but got really lazy. Может, кто-то хотел ее уничтожить, но в итоге поленился. Есть вопросики все еще. Вероятно, эта мелодия как-то связана с статуей, которая там в саду. That looks like it might belong to Poppy. Похоже, что это принадлежит Поппи. Я жду, что, может быть, у кого-то будет реакция на эту кассету. Goodness me. А, ну надо же. Poppy really doesn't take care of her belongings, does she? Поппи вообще не заботится о своих вещах, так? It wasn't in Poppy's room. А она была не в комнате Поппи. It was in the little pond in the garden. Мы нашли ее в небольшом пруду в саду. Exactly! Hardly the place for it. Ну вот именно, разве это подходящее место? Isn't the process of decay fascinating? Процесс разложения увлекателен, не так ли? It's not really decaying. It's plastic. Она не разлагается, это же пластик. It's becoming one with nature, all the same. Ну, соединяется с природой, как бы то ни было. Окей. Обыскать обсерваторию? There's something kinda... I just Oh, does it not compare to... Pretty. What is it? It's You're not wrong. What is it? You're not wrong. a bell jar. What do other people... Обыскать обсерваторию. А что именно? It's too... It's also daytime. There's something kinda... Oh, does it not... We already solved it. There's something Oh, just... does it not... Miss Tiny. So, even the most well-used... It's a chart of the solar system. Which planet are you? It's a chart of the solar... Miss Tidier than mine. So, even the most well-used... A picture frame. With no picture. Я не понимаю. There's something kinda... Oh, does it not... Miss Tidier. So, even the most well-used... Miss Tidier. So, even the Мне most кажется, что-то well-used... должно быть на столе. Every astronomy tower. I want to try. А, попробовать посмотреть. It's the tower opposite this one. It's that little plant Flora keeps on the window ledge. Это то растенце, что стоит у Флоры на Don't you подоконнике. think it would fall off? In the wind. Тебе не кажется, что она может упасть на ветру? Maybe it's glued down. Может, она приклеена? Is that a window? Это окно? I think it is. Кажется, да. Is there another room above Flora's room? Есть еще одна комната над комнатой Флоры. We should check that next time we're over there. Нужно проверить в следующий раз, когда будем там. А вот это интересно. I can see the doorway. It leads into the hall. Я вижу дверь, она ведет в зал. The door itself is on the floor, knocked off its hinges. Сама дверь на полу, ее вышибли. You can see right into Not Flora. by I accident. can see Flora, but she's not looking this way. She's looking up. Я вижу Флору, но она не смотрит сюда, она смотрит наверх. Behind her is the back side of the easel holding Freya's unfinished painting. За ней стоит мольберт, на которой стоит незаконченная картина I Фрей. can't really see anything behind it. Not from this angle. Мне не видно ничего за ним, не с этого ракурса. I can just about see the gramophone. Виден граммофон. You can see right into Not behind by her. Can't really see anything. You can see right into Not I can by see behind her. accident. Can't really see. It's too dark back there.
I can't really see anything. Здесь слишком темно, практически ничего не видно. It's too dark back there. The rooftop garden is right underneath Flora's window. Сад на крыше находится прямо под окнами Флоры. Все, наверное. It's the tower opposite this one. Isn't this supposed to be an astronomy telescope? А разве это не астрономический телескоп? I'm pretty sure you need to see the sky for astronomy to work. Я практически уверен, что для астрономии нужно видеть небо. I can't move it. Не могу сдвинуть с места. I think this is just how it's set up. Мне кажется, он так установлен. There's something about Pointer's astronomy habits. А что-то с астрономическими наклонностями Пойнтера не так. Зато понятно замечание Фифи относительно того, что он не астроном. Something suspicious. Что-то, что вызывает Let's ask подозрение. him about it. И почему он постоянно тверкает, когда смотрит туда? So, Professor, what interests you about astronomy exactly? Итак, профессор, что именно интересует вас в астрономии? It's not a matter of being interested. Но здесь дело не в интересе. Once you expand your mind to the wider universe, it cannot be unexpanded. Стоит расширить свой разум до масштаба всей Вселенной, как его уже нельзя расширять. Mm-hmm. And how long have you been an astronomer? Ага, и как давно вы изучаете астрономию? I really don't like to give exact values unless I'm sure I can quantify them. Я не люблю давать точные величины, если я не уверен, что могу определить их количественно. Convenient. Удобно. Why do you ask me these things? Почему вы меня вообще об этом спрашиваете? I have a theory about you, Professor. У меня есть теория о вас, профессор. Oh, go on. Ну, выкладывайте. Вы обнаружили метеор, летящий прямо на Землю. И поэтому вы ведете себя так подозрительно. Вы вообще не интересуетесь астрономией? You're not really interested in astronomy at all. What could you possibly mean by that? И что вы конкретно имеете в виду? I think you're interested in a slightly different field of research. Мне кажется, что вы интересуетесь немного отличной областью исследований. I don't have time for tiny, insignificant insects. У меня нет времени для мелких ничтожных насекомых. My studies focus only on the inconceivably large and the unimaginably far away. Мои исследования сосредоточены только на непостижимо огромных и невообразимо далеких феноменах. Right. That's why you like using your telescope so much. Верно, поэтому вы так часто используете свой телескоп. Yes, naturally. Да, конечно же. My little portal into another world. Мой маленький портал в другой мир. Yeah, about that. Да, кстати, об этом. Телескоп Пойнтер на самом деле смотрит на место преступления, а не на небо. Pointer's telescope was actually looking at the crime scene and not up at the sky. First, you accuse me of being a lowly entomologist. Он сейчас Флору толстый назвал? Вообще бесстрашный. Бесстрашный мужик думает, что ему никто за это не всыпет. Посмотрел на днях первый, пока что единственный сезон экранизации Girls Frontline. В Японии называется Dolls Frontline, так как на момент появления игры первое название было юридически занятым. Там экранизированы первые 6 глав игры. Я проникся. До этого в 19-20-х годах выходило только чиби-аниме, которое больше реклама, чем аниме. Так что было не очень интересно. Но теперь, когда нормальная экранизация, она мне понравилась, хочется поиграть. Ой, кстати, я не знала, что экранизация есть более серьезная какая-то, помимо чибиков. Надо будет посмотреть. А сначала вы обвиняете меня в интересе к презренной энтомологии. Now you're accusing me of what? Spying? А теперь вы обвиняете меня в шпионстве? Are you spying? А вы не шпионите? Она этого года. Наверное, поэтому я и не слышала.
Она слишком свежая. Поэтому я ее не заметила. Надо посмотреть. Why would I need to spy on Flora? Зачем мне шпионить за Флорой? Why? Because you lost your golden beetle specimen, and it's made you paranoid. Зачем? Потому что вы потеряли своего золотого жука, и теперь вас замучила паранойя. You think somebody stole it from you. А вам кажется, что у вас его кто-то украл. Might not have been Flora you were spying on. Может, вы не за Флорой шпионили, Might have been Freya. а за Фрейей. It's you. It's a very precious specimen, incredibly rare, Это очень ценный образец, невероятно редкий. valuable in ways you could never understand. О, вы даже не представляете себе, насколько он ценный. Freya was always sneaking around, both towers and in the gardens too. Фрейя всегда тайком гуляла и по обеим башням и в садах. She was definitely up to something. Она явно что-то замышляла. So, this next question is important. Итак, следующий вопрос очень важен. You were looking to Flora's room around the time of the murder. Вы наблюдали за комнатой Флоры именно во время убийства. Did you witness the crime, Professor? Вы видели, как произошло убийство, профессор? No, I didn't. Нет, не видел. И с вот этой хмылкой мы должны поверить, что ты не видел? Ну-ну. When I looked into the room, Flora was already lying on the floor. Когда я направила телескоп на комнату, Флора уже лежала на полу. Твой телескоп не двигается, его нельзя сдвинуть. Flora? You mean Freya? Флора, вы имеете в виду Фрею? No, Flora. She was lying by the window. Нет, Флора, она лежала около окна. I couldn't see Freya at all. It was fairly dark, and the telescope isn't at a very good angle. Я вообще не видел Фрею, там было достаточно темно, угол обзора в телескопе не самый удачный. That's why I decided to head over there myself. I needed to know what was going on. Поэтому я решил сам туда сходить, хотел разузнать, что же там происходит. This changes your statement, doesn't it? То есть вы меняете свои показания, так? No, everything I told you in my statement was true. Нет, все, что я упомянул в своих показаниях, было правдой. Apart from the reason you left your tower in the first place. Если не считать причины, по которой вы вышли из своей башни. Right. Действительно. Let's go over what we know about the crime scene. Давай повторим то, что мы знаем о месте преступления. У нас еще что-то в саду есть. Freya was definitely up to something. Фрей явно что-то замышлял. Something to do with the statue in the garden, I think. Что-то связанное со статуей в саду. Maybe we should go back and check. And we could have missed something. Ой, здрасте. This wasn't here before. А, этого здесь не было. What is it? Что это? It's a little wooden toy. Looks kind of like a crab. Это деревянная игрушка, похожа на краба, нет? There's a note stuck to the back. К ней сзади прикреплена записка. What does it say? Что в ней написано? Grimoire? Гримуар? Что это? Это мой новый друг, ему нравится музыка, и его растрогают простые мелодии. Удачи вам, Фрея. Что происходит? Фрея жива? На самом деле ее никто не убивал, она просто перепачкана в крови? И она где-то сныкалась? И теперь она нам подкидывает подсказки, чтобы разгадать какую-то хурму, которая происходит в башне? Что происходит? What do you think? Is it really from her? Что скажешь, это правда от нее? How can it be? Как такое возможно? Why don't we check the handwriting with Freya's diary? Почему нам не сравнить почерк с дневником Фреи? Good idea. Hold on. Хорошая идея, минутку. Well? Но? It's a perfect match. Идеально совпадает. Well, it's confirmed. Так, мы подтвердили. We have a ghost helping us. Нам помогает призрак. Let's keep this to ourselves for now. Давай не будем пока об этом никому говорить. What about the little wooden toy thingy?
А что насчет деревянной игрушки? Maybe we can put it to some kind of use. Может, мы найдем ей применение? Хитрить, ты что такое громкое? Неоконченное дело. Продолжите. Проверить все комнаты в кутанная башня. There could be more. А что вы хотите проверить? Как? Давай на самый верх. О, действительно, мы же забили про комнату дополнительную. Чердак. О, ты посмотри. Just dusty junk. Просто пыльная дребедень. Это целый сундук. В смысле пыльная дребедень? What is that? А это что такое? Not sure. Some kind of reel? Не уверена, рулетка? Looks like it might attach to something. Кажется, она к чему-то крепится. Медная катушка с винтом сверху. На катушку намотана красная проволока. Nothing catching my interest. Ничто не привлекает мое внимание. Is this spooky attic boring you? Ой, извини, этот жуткий чердак навевает на тебя скуку. Kinda. Что-то вроде того. What's in that little box? А что в той коробочке? I bet it's bones. Спорим, там кости. A skull, at least. Или, по крайней мере, череп. You know, maybe I won't open it. Знаешь, может, не стоит ее открывать. It's a statue of a wolf. И это статуэтка волка. Standing up straight. Стоящего на ногах. Как человек. You know, there's a name for that. А знаешь, для такого существа есть отдельное название. I know. Да, знаю. It's not quite as dusty as everything else up here. Она не такая пыльная, как все остальные вещи. Also, it's not a statue. И вообще это не статуэтка. It's stuffed. Это чучело. Just dusty junk. It's a jar. The head screws off. Это голова откручивается. Huh. It's a jar. Huh. Someone painted out the window. Кто-то закрасил окно. Do you think it was done recently? Думаешь, это было сделано недавно? No idea. Представления не имею. Either way, it's pretty suspicious. В любом случае, это подозрительно. Just dusty junk. Where's that light coming from? Откуда здесь так светло? No, it's just daylight, I think. Думаю, это солнечный свет. There's a decent gap between those floorboards. Там серьезная щель между досками в полу. Is that what I think it is? Это то, что я думаю? Is that what I think it is? Is that what I think it is? Where's that light coming from? There's a decent gap between them. Так, наверное, это все. Я больше не знаю, куда еще тыкать. Just dusty junk. Просто пыльная дребедень. Везде. Nothing catching my interest. I'm sorry. Kinda. Nothing catching my interest. Kinda. At least the moths are kept well. Nothing catching my interest. Sorry. Kinda. Так. Меня интересуешь ты? Я могу, пока слушаем кассету, потыкать деревянную игрушку? Наверное, нет. Не могу. Ладно. Do you know what this is? Вы знаете, что это? Guess not. Кажется, нет. Музыка у нас есть в единственном месте, где играет Поппи. What is it? Что это? Don't know. We were really hoping you would. Мы не знаем, мы надеялись, что вы знаете. My friends,
Shed your hope and let it fall free, like sandbags from a hot air balloon. Друзья мои, оставьте надежду. Пусть она падает к вашим ногам, как мешки с песком с воздушного шара. That's the most depressing idiom I've ever heard. Это самая унылая метафора, которую мне когда-либо приходилось слышать. И это было глупо. Is this yours, Fifi? Это ваша, Фифи? I do not recognize it. Мне это не кажется знакомым. And besides, I would have no use for such a thing. Кроме того, я не имею никакой надобности в подобном предмете. Perhaps it could be used to hang wet laundry. Возможно, его можно использовать для развешивания мокрого белья. Was that a joke? Это была шутка. Yes. Да. Бывает, да. What's this? А что это такое? Is it a clue? Это улика? We don't actually know. But Grimoire picked it up, so now he has to pretend it is. На самом деле мы не знаем, но гримуар нашел ее, теперь делает вид, что это улика. That's how it works. Так и нужно делать. Is that for sewing? Это для шитья? Maybe. Возможно. We have no idea. Мы не знаем. Where did you find this? Где вы это нашли? It was in the attic. На чердаке? Oh, huh. О, I forgot we even had an attic. я забыла, что у нас есть чердак. Но она, по крайней мере, единственная, кто сказал про чердак. I don't know what that is. Я не знаю, что это. Me neither. Я тоже. Me 3. Я буду третьим. Oh, sorry. Извините. I thought you said me too. Просто вырвался. Там было относительно того, что она сказала me too, и он подумал, что я буду второй. What is that? А это что такое? I'm not sure. It looks like it attaches to something else. Не уверен, но похоже, что это крепится к чему-то. Why don't you go back and double check the area you found it? Почему вам не вернуться и не проверить заново то место, где вы Maybe это you'll нашли? find the rest of the something else. Может, найдете оставшуюся часть? I'm not so sure about that. Мне так не кажется. Hell, it's going on. A little pond. It looks, see, there's Yeah. nothing. Looks like somebody broke them and then... Suspicious? No? Окей, давай пытаться узнать что-нибудь новое из собранной информации. We know a little more about the crime scene now. А теперь мы знаем немного больше о месте преступления. So, what do you think? Итак, что скажешь? Was Freya stabbed by her own painting? Фрея заколола ее же картину. Фрею закололи ножом, на картине была кровь. Могло спрятать. Кровь из банки с краской была использована, чтобы раскрасить нарисованное перо чернильника.
Как настоящий кровавый нож. Blood from the paint pot was used to paint the red tip of the painted ink dip feather to resemble a bloody knife. I think you're right. Думаю, ты права. Can't decide if I'm disappointed or relieved. Даже не знаю, расстроился я или обрадовался. I have a question. У меня есть вопрос. Why? Почему? Either it's a very strange coincidence, or somebody set it up. Либо это очень странное совпадение, либо это кто-то подстроил. Somebody deliberately put blood in the paint pot and hid that feather after the crime. Кто-то специально налил крови в банку вместо краски и спрятал это перо после совершения преступления. Why? To distract us? Зачем? Чтобы запутать следы? Я не уверена относительно того, что она сказала перо. Ну ладно. Possibly. Возможно. Well, it worked. Что ж, это сработало. Possibly. Возможно. Flora's the only person who could have hidden the feather, unless someone took it from her. То есть перо все-таки существует. Это перо действительно было, и перо было спрятано изначально в яйцо, которое стоит у Флоры. И перо куда-то пропало. Флора единственная, кто могла спрятать перо, если только кто-то не забрал его у нее. Let's go over what we do know. Давай еще раз повторим, что мы уже знаем. The door was locked the whole time. Дверь была заперта все время. It stayed locked until Fitz kicked it down. Она была заперта, пока Фитц ее не вышиб. Normally, it can only be opened from the inside. Обычно открыть ее можно только изнутри. Pointer said he couldn't see Freya from his telescope. Пойнтер сказал, что не видел Фрею, когда смотрел в телескоп. But he did see Flora lying by the window. Но он видел Флору, лежащую у окна. So whatever got Freya got Flora too? Так то, что убило Фрею, задело и Флору? Except Flora survived. She didn't get a stab wound like Freya did. Только Флора выжила, и ее и не получила живую рану, как Фрея. Hold on. Секундочку. If there was no knife, then what did stab Freya? Если не было ножа, то чем тогда ранили Фрею? It could be anything. It might not even be important. Это может быть что угодно, возможно, даже не важно. How is it not important? Как это не важно? Right now, I'm less interested in the what and more interested in the how. Сейчас меня не интересует чем, зато очень интересует как. The angle of Freya's wound suggests she was stabbed at a perfect right angle. Судя по ране у Фреи, ей нанесли рану под идеальным прямым углом. That is, from directly in front of her. То есть убийца был прямо перед ней. But she was standing right up by the canvas. Но она стояла прямо у мольберта. Somehow, Freya ended up lying on her back, still perfectly in line with a painting. Каким-то образом Фрея упала на спину, все еще четко рядом с картиной. Maybe something went through it. Может, что-то прошло сквозь нее? Through the painting? Wouldn't that leave a hole? Сквозь картину? Разве от этого не осталось бы дырки? Okay, well, how about this? Ладно, тогда как насчет? How do we know Freya was stabbed before she fell over? Откуда мы знаем, что Фрею ранили до того, как она упала? Maybe her being stabbed and her falling over are completely unrelated. Может быть, это раны и ее падения вообще не относятся друг к другу? Попросить, чтобы она сыграла мелодию, нет? Yeah, it's mine. Can you play the tune for us? Sure. It's literally 8 notes. I have it memorized. Так, пианино вот такая клякса. Хорошо. На берегу озера была... Что? Птички чирикали мелодию.
еще ставили кассету здесь. Нет, это не то. Главного входа? Мы у главного входа ничего не слышали, кроме журчания. It's a big There glass. are weeds in It's there. an aquarium. Could be. Anymore. Sally, check those plants. Is soil a clue? Finally, we get to investigate a murder in this. Stairs. A door. Oh, what's A behind it? room. It's not locked. Stairs. A big. Of course. Who doesn't hang a giant? This one has a very What is that? I think it's a family tree. Emily Everstone. I guess she doesn't live here anymore. Penelope, we met her. She is one of his. Fiona, we met her. She's one of. Buck, I guess he doesn't live here anymore. Так, стоп. What is I that? think it's a family tree. Там был крабик. Pretty. Понятно, ничего важного. Pretty. Sally, check those plants. Is soil a clue? Finally, we get to know in this. We should try and be finished. Pressure. Может, имеется в виду на входе? А, может быть. Главный вход. Грёбаный колокольчик. Так. И четвертый. В башне Флоры была слышна мелодия. Тоже неплохая версия. Нет? Нет? I don't know if the sudden absence of... Может, вот эта мелодия? Если что, мы сейчас спустимся. Подсказки изображены на самой этой статуе, что мы должны слушать. Чистка унитаза выявила нехватку всяких средств с большим содержанием хлора, да и не... Тарник все так же нема, так что пойду-ка я в магазин, возьму вас с собой на телефоне. Давай успешного. Weird. It's someone humming a tune. That's all four melodies, I think. Кажется, это все 4 мелодии. So, what do we do with them? Так что с ними делать? Should we go back to the gardens again? Идем в сады. Так вот, кто покусал сосисочи с утра. Let's try this again. You know, I think we might be able to solve this now. Знаешь, мне кажется, нам удастся сейчас это разгадать. Чернильные фигуры должны послужить подсказкой. Нам нужно повернуть их на то, как эти фигуры выглядят.
That's gotta be right. Nothing. Maybe it's broken. Wait, Должно быть правильно. Ничего, может быть, она словно... Подожди-ка. do you hear that? Слышишь? Чат открылась пасть. Where do you think it goes? Как думаешь, куда это ведет? Down. Вниз. Оно все еще очень громкое. Да, это я жрать хочу. А роллери, когда хочет кушать, постоянно ходит с открытой пастью? А мне казалось, роллери гриб. И она жрет всех незаметно. Под землей. Лаборатория. Здравствуйте, здравствуйте. Hand-drawn entomology charts. Самодельные энтомологические чертежи. A candle, perched on a barrel. Свеча на бочке. Very medieval. Прям средневековье. I was thinking pirates. Я бы сказал пиратское. Medieval pirates. Средневековые пираты. What a mess. Что за беспорядок? Any idea what this is all about? Знаешь, что все это значит? Ой, здрасте, 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 здрасте. У нас есть вопросик к Фицу. This looks like it was drawn in a hurry. Кажется, это было нарисовано в спешке. Didn't we see those same symbols in the greenhouse? Мы же видели эти символы в теплице, так? Is that a periodic table? Это периодическая таблица? No, Нет, but it does kind of look like one. но похоже. What are those symbols? Что это за символы? They're alchemic symbols, Это алхимические символы. mostly based on the planets, the sun, the moon, stuff like that. Они основаны на планетах, Солнце, Луне и тому подобное. Huh. Reminds me of the chart from the library. Напоминает мне чертеж библиотеки. The one from the chalkboard. Тот, который на доске нарисован. Yeah. Да. У меня есть вопросики. Ко всем. И к Фифе, и к Фицу, и к нашему замечательному Персивалю. What's in there? Что там? It's a little diagram of a beetle, with some incomprehensible notes scribbled next to it. Небольшая схема жука, рядом с которой что-то накорябано. That's weird. Странно. What? Что? It looks really normal Он кажется абсолютно обычным. compared to the beetles behind the glass. По сравнению с другими жуками за стеклом. Персиваль сказал, что у него пропал жук. Здесь как раз пустое место. То есть это его лаборатория. 9 beetles. All different, all dead. 9 жуков. Все разные, все мертвые. Poor little guys. Бедняжки. There's a bunch of notes written all around them. А у них здесь куча заметок. It's mostly numbers. No idea what they mean. В основном числа, понятия не имею, что они значат. 9 beetles. Poor little There's mostly numbers. A cracked glass tank with 9 little rooms. Треснутый аквариум с 9 отсеками. Each one has 1 or 2 insects inside. В каждом отсеке по одному или 2 насекомых. I can't tell if they're still alive. Сложно сказать, живы ли они. I like that you called them rooms. Мне нравится, что ты назвал их отсеками. It looks like they're being boiled, Кажется, их кипятят, but the liquid is ice cold. но жидкость ледяная. И они все треснуты. Thirsty? Хочешь пить? It's so dark. I can barely tell what I'm looking at. Темнота, и я едва различаю, на что я смотрю. What a mess. Что за беспорядок? Any idea what this is all about? Не-не-не, я не сюда нажимала. It's so dark. I can barely tell what I'm looking at. Rows of plants, growing in wide wooden boxes. Ряды растений, растущих в широких деревянных коробках. What color is the soil? Какого цвета земля? It looks black, but it's too dark to tell. Кажется, черным, но здесь слишком темно, чтобы точно сказать. Bugs. Big ones. Жуки, большие. Looks like they're made of metal. Кажется, они металлические.
This place would never pass a fire safety inspection. Это место никогда бы не прошло проверку пожарной безопасности. A glass tank? It's full of plants. Аквариум, и в нем полно растений. There's a layer of condensation on the inside. Внутри виден слой конденсации. Is it locked? Закрыто. Seems likely, doesn't it? Наверняка. Weird looking safe. Странный этот сейф. I'm pretty sure the latches can slide into the middle. Почти уверена, что задвижки сдвигаются в середину. Сдвинь задвижки по диагонали, чтобы они встали в правильные места. Как страшно. Так. У меня вопросики к тому, как оно должно наслаиваться. Прям сходиться? Нет? Да, нет. Нет, да. Nothing. I think we're trying to make a path between the key and lock symbols on either side. Да, это да. I guess The easiest part should be connecting the path to the two symbols at either end, since they don't move. Ты не прибавляешь ясности. Так, ну, допустим, так. Хм. Блин, оно не попадает. Хм. А если сначала синий подвиг начало и конец? Я ставлю на то, что синий вот так должно быть. Эту особо дальше не двинуть. А здесь есть вот такие квадратишины, я не уверена. Да и так тоже сомнительно. Неужели вот так тогда должно быть? Да нет, здесь нет соединения.
Nope. Just start on the left and try to work your way across to the right. Nope. Just start on the left and try to work your way. Nope. Just start on the left and try to work your way. Ой, это не помогает. Это не помогает. Nope. А что сначала справа сказала она? Nope. Just start on the left and try to work your way across to the right. Начни слева и проложи, идя вправо. Reset the puzzle. Синий, рыжий, зеленый, дальше сама. Привет, Кита. Синий. Рыжий. Накладывать, думаешь? Мы закольцевали. Чуть-чуть побольше его вытянуть. Коротенький, ты чё такой коротенький? Мех. А она здесь вот это не испортит? То, что мы налезли? Мне кажется, испортит.
Я тупень. Я не могу это визуализировать. Написанная последовательность важная. Синий, рыжий, зеленый, дальше сама. Ты имеешь в виду то, что они наслаиваются, но рыжий он в любом случае сверху. А более того, получается, что рыжий в принципе поверх всего. Хорошо, левый рыжий. I got it. Jesus. Какой ужас. Спасибо большое. Окей, ладно. Вау. Окей, хорошо. Хорошо, неплохо. Неплохо. Спасибо большое, гид. I'm impressed. Да-да-да-да-да-да-да. Войтыч, привет, как твои делища? Какая жуткая игра. Я за этим в интернет и захожу. Нормальная игруха. Чё не так-то? Хорошая игра. Спасибо за поддержку. Что-то с жутким звуком открылось. Anything inside? И что внутри? Yeah, more research. Исследование. Слишком сложная какая-то. Но на самом деле, честно говоря, здесь не то чтобы прям суперсложные загадки. Они просто заставляют мозг немножко взбодриться по отношению к того, как обычно бывает. Здесь не самые сложные загадки. Я встречала игры, в которых было все сложнее. Здесь у меня была проблема с визуализацией. Я вообще не видела вариантов. Прям вообще, я не знаю, прям терялась.
А так даже все до этого, которые загадки были, они достаточно простые. Понимаю, Рыбка Фредди хорошая игра. Каждому свое, с другой стороны. Ух ты. Тайные исследования. Папка с заметками и чертежами для исследований. Наши уникальные флоры и фауны являются побочным продуктом ряда еще не идентифицированных химикатов. Эти химикаты присутствуют в воде, формируют облака и наполняют озеро, что в свою очередь вызывает ряд мутаций в растениях и животных. Больше всего это влияет на маленьких существ, таких как пауки, насекомые, моллюски, амфибии и ракообразные. Однако эти химикаты могут продвигаться вверх по цепи питания и вызвать мутации в птицах и рептилиях. Насколько нам известно, они не действуют на млекопитающих. Whose research is this? Чье это было исследование? It's a hatch. Это люк. But Но we're already in the basement. мы уже в подвале. Depends on your perspective. Зависит от точки зрения. Let's not go down just yet. Давай пока не будем спускаться. We still haven't explored this room properly. Мы еще не все обследовали в этой комнате. В смысле? Мы протыкали все, что можно было. That really doesn't look like the ceiling of a basement. Не очень похоже на потолок в подвале. Nope. It looks like the inside of a roof. Нет, больше похоже на крышу. Интересное замечание. Подвал. Да. И потолок похож на крышу. Может быть, это какой-то маленький домик, который оказался под землей по непонятным обстоятельствам. И поверх него был построен замок Путанная башня. This is some seriously in-depth research. Это не шуточное глубокое расследование. It's impressive, but it's incomplete. There's a section missing. Впечатляет, хотя не закончено. Здесь раздела не хватает. So, this is Pointer's secret lab. Итак, это тайная лаборатория Пойнтера. Definitely seems like he's the one using it. Но очень похоже, что именно он ею пользуется. I guess not a lot of people know about the secret entrance. Кажется, Right. But if Pointer's the only one who comes down here, кажется, немногие знают о нем. Верно, но если сюда спускается только Пойнтер, why would he need to lock his research in a safe? Who's почему he он hiding it from? запирает свое исследование в сейфе? От кого он его прячет? He's just paranoid, especially about his golden beetle. Да он просто параноид, особенно о своем золотом жуке. What do you think he's trying to do exactly? Чем ты думаешь, он здесь занимается? Почему над этим жуком было проведено столько исследований? Почему его спрятали? Был заперт там, где... Смотри, на крыше хранится в обсерватории. Начнем размножаться в лаборатории. Надеется, что... Pointer has been trying to breed the golden beetle in the underground laboratory. Why? Because it's rare? Пойнтер надеется, что золотой жук начнет размножаться в лаборатории. Почему? Потому что это такая редкость? Because it's gold? Потому что он золотой. Is that it? И в этом все дело. I think so. I don't think he cares about entomology any more than he cares about astronomy. Думаю, да. Мне кажется, его энтомология заботится столько же, сколько и астрономия. He just wants to get one over on Felix. Он просто хочет насолить Феликсу. If he can breed his own gold, suddenly Poppy's inheritance is looking pretty, Если он научится создавать золото, то наследие Поппи вдруг станет... Infinite. Бесконечным. Might explain why he was so worried about losing the beetle. Теперь понятно, почему он так боялся потерять этого жука. Maybe somebody did steal it. Может, его действительно кто-то украл. А вот Гидов не критикует игру, но поддерживает. Спасибо большое.
Спасибо большое. Хоть и без сообщения, но спасибо. На восклицательный знак. Спасибо большое. Не, мне игрушка очень нравится, я люблю загадки. Меня разочаровывает, когда я вот как с этой загадкой с замком действительно туплю и не понимаю, но у меня есть действительно там некоторые проблемы с визуализацией некоторых вещей. И это, в принципе, нормально. Я, по крайней мере, знаю о своих слабостях. Но загадоньки я люблю. Всегда любила. Нужно почаще находить игрушки с загадками. Might have been Freya after all. Может, это все же была Фрея. We know she was trying to get through the secret door in the garden. Нам известно, что она пыталась проникнуть сюда через тайный вход в саду. She might not have known what was down here, though. Хотя она могла и не знать, что здесь находится. Maybe she was just curious. Может, ей просто было любопытно. Curious, sure, but not naive. Любопытно точно, но она была не такая уж наивная. I reckon she knew what was going on. Полагаю, она знала, что здесь происходит. Валеров делает вклад в тотем культа. Я не уверена, кстати, что он засчитывается, когда игра не запущена. Подземная шестиэтажка. Мне интересно, а существует ли какой-нибудь замок древний, в который можно попасть, который доступен для общественности, и в котором действительно подвальные помещения на несколько этажей? Прям именно разделены на несколько этажей. То, что существуют подвалы под большими, не то чтобы замками, но особняками с очень высокими потолками, это да. Я видела какие-то там фотографии, наброски. Я и топографический кретинизм всегда. Спасибо, налечу карты на телефоне. У меня были моменты, когда меня навигатор не спасал. Но справедливости ради, там было расхождение в том описании, куда мне надо было, и в том, что было изображено на навигаторе. I think we're still missing the bigger picture. Мне кажется, мы все еще упускаем более важный вопрос. There's no way this is all just about a beetle. Не может быть, чтобы все дело было только в жуке. We're done. Мы закончили. Ready to go down? Готов Again? спуститься вниз? Еще? Идем. Самый низкий уровень. Я думала, что мы нашли только одну комнату, но мы нашли уже 3 дополнительных комнаты. Но это все еще не та комната, про которую я думаю. Едить? Неужели я все-таки нет? Там было тепло. Зато это самый крепкий мой союз. Это единственное, что ты всегда обновляешь, да? It's an old coat rack. Looks thoroughly neglected. Старый гардероб выглядит вконец заброшенным. 2 cloaks and a green hat draped on top for good measure. 2 плаща и вдобавок зеленая шляпа накинута сверху. Old cardboard boxes. Старые картонные коробки. How exciting. Потрясающе. Oh, but there's more. Но это еще не все. They're also damp Они еще и влажные. and empty. И пустые. Basements don't normally have windows. В подвалах же обычно не бывает окон. We're at the bottom of the lake. Мы на дне озера. We must be. Должны быть. Right. Верно. But if that's the lake bed, why does it look like that? Но если это дно озера, почему оно так выглядит? Like what? Как что? White, smooth, Белое и гладко. no plants, no anything. Никаких растений. Вообще ничего. That's not what a lake looks like. Озера так не выглядят. Where are we? Где мы? Do these puddles worry you? Тебя не беспокоят эти лужи? Why? Почему? That's lake water, Это вода из озера. but it's indoors. Но мы внутри. I see your point. Поняла. I get it. There's a roll of paper up there. Там свиток бумаги. I'll see if I can reach it. Я попробую достать. Let me guess. Blank. Да, угадаю. Там ничего нет.
Misted Mansion, north side cross-section. Меститный особняк, северная часть, поперечное Is сечение. it not Tangle Tower? Это не путанная башня? Tangle Tower. Before the towers? Путанная башня до башен? Раз, два. Два этажа, опоры, музыкальная комната, большой зал, библиотека, склад. Ныне это спальня Фифи. Еще какая-то спальня, большой зал, кабинет. Комната, о которой я подозревала. Сад на крыше. Спальня Пенелопы. Птичник. Misted Mansion. Tangle Tower. Hold on. Have we Подожди. been to all of these rooms Мы уже already? во всех комнатах побывали. Study. Кабинет. Wait. Подожди-ка. I know what you're thinking. Я знаю, о чем ты думаешь. And no, we never went in there. И нет, мы там еще не бывали. How did we miss it? Как мы могли его пропустить? The rooftop garden. That name makes a little more sense in this context. Теперь понятно, почему он называется садом на крыше. А как туда попасть? The Grand Hall. What's that? I think it's that big glass tube. Кажется, это та большая стеклянная пробирка. Ага. A bedroom. Penny's room, I think. Да, это комната Пенни. It's the aviary. Птичник. Music room. Storage. It's Freya's room. Комната Фрея, не Фифи. И это комната Фифи. A bedroom. That's Fifi's room, isn't it? Мгм. The library. It's the room above us. The one we were just in. Это комната над нами, мы только The что там laboratory? были. Лаборатория. Yeah. Ага. That's the room we're in now. It must be. И это комната, в которой мы сейчас находимся. Никак иначе. It's not labeled as anything on these plans, though. Но она не отмечена ни на одном из этих планов. I think it already existed when this was made. Думаю, она уже была здесь, когда их нарисовали. And that's the lake, right? I think that horizontal line might be the water level. И это озеро, так? Мне кажется, что горизонтальная линия — это уровень воды. It used to be a lot lower down than it is now. А раньше он был гораздо ниже. So, the whole house is built on top of some kind of platform. Итак, дом построен на своего рода платформе. Apparently. Похоже на то. This seems pretty significant. Это кажется важным. Agreed. Согласен. Планы здания. Пергаментный свиток, на котором нарисованы планы для огромного особняка. Горизонтальная линия указывает, что озеро было раньше, а вторая метка указывает, где оно сейчас. Где озеро было раньше и где оно сейчас. Особняк был построен над большим сооружением, стоящим на колоннах над озером. Комната Фрей числится как склад. Комната под названием кабинет находится в центре. We're too late. Мы опоздали. This photograph has been stabbed. Эта фотография, ее прокололи. Why? By what? Зачем? И чем? Not sure. Some kind of metal stabbing thingy. Не уверена, каким-то острым металлическим предметом. О, веревочка оборванная. А у нас есть штучка с оборванной такой же веревочкой. Металлический стержень. Гладкий, прочный металлический стержень. Его воткнули в фотографию. Стержень заканчивается загнутым острым наконечником, похожим на стрелу или на стрелку часов. В другом конце находится небольшая петля, через которую продета короткая красная проволока. Интересно, вы изображаете проволоку? Металл чистый, отполирован. So what's the photo? А что на фотографии? Что произошло за 2 часа, пока меня не было? Короче, мы нашли 3 дополнительные комнаты. Выяснили то, что Персиваль интересуется не только астрономией, но еще и жуками. И более того, у него есть секретная лаборатория для этого. Мы нашли еще кассету, нашли подсказку, которой раньше не было, которую явно не так давно положили от, барабанная дробь, самой Фрей. Там так и было написано. Короче, нам помогает призрак.
Ух ты. Поврежденная фотография. Фотография в рамке, но при этом слегка влажная. На фотографии изображена маленькая девочка. Это Флора. Рядом с ней сидит высокий мужчина. Они окружены красно-белыми птицами. Фотографию проткнули металлическим предметом, и в груди мужчины образовалась дырка. Она выглядит счастливой, в отличие от сейчас. Do you know who it is in the photo? Ты знаешь, кто это на фотографии? It's an empty book. Something tells me it's been empty for a long time. Это пустые книжные полки. Что-то мне подсказывает, что они уже давно пустуют. A single book on a little makeshift table. Одинокая книга на самодельном столике. This is creeping me out slightly. И это меня слегка пугает. Why? Почему? I think it's a children's book. Мне кажется, это детская книжка. Зато мне сняли наконец книжные брекеты. Поздравляю! Свобода! Ух ты! Пойду, пожалуй, готовить себе еду, а то блюдосы пить надо уже. Приятного аппетита! Что ты будешь готовить? Детская книжка «Водные и небесные миститы». Детская картинка с картинками, на вид очень старая. Чернильник. Элегантная птица с красно-белым оперением. Сереброзмей. Водная рептилия с длинным языком и не имеющая глаз. Душенос. Краб с 3 клешнями разного размера. Это клешня, я думала, это хвост. Амфобия. Похоже на лягушку существо на 2 ногах. Как Хок-Шоу догадалась, что речь идет о двуногом? Она единственная, кто нам сказал про двуногого. Gives off kind of a dungeon vibe. А все это похоже на какое-то подземелье. What do people actually use chains for? Зачем вообще нужны цепи? Nothing good. Ни для чего хорошо. Короче, мы нашли чердак и обнаружили то, что Персиваль через свой замечательный телескоп подглядывает непосредственно за Флорой. И как раз пока рассматривали через телескоп комнату Флоры, мы увидели, что есть дополнительное окно, и, видимо, это чердак. Разгадали загадку с арфой в озере, и как раз-таки попали в лабораторию, еще одну секретную комнату. И там нашли чертежи, в котором подтвердилась моя теория относительно того, что здесь должна быть комната. Вопрос, как туда попасть. Мамма мия. Так, Let's not wander off right now. Давай не будем терять сейчас. Water off right now. Что ты хочешь? Давай обсудим, Так, озеро. Did you notice how much light this room has for a room with 1 candle? А ты заметила, как светло в этой комнате? В комнате с одной свечой. It's all coming through the window. Свет проникает в окно. I'm pretty sure lakes are supposed to be darker at the bottom, Я not lighter. практически уверен, что на дне озера обычно темно, а не светло. Why is there a room down here anyway? Зачем вообще здесь эта комната? And why is it so much older than the rest of Tangle Tower? И почему она выглядит гораздо старее, чем путанная башня? Вот здесь моменты, которые меня немножко бесят. Вы уже нашли чертеж, на котором стало понятно, что эта комната была изначальной, и что вокруг нее вот это все сверху дальше построено, потому что уровень озера раньше был в разы ниже. Мы ко всему этому сейчас постепенно придем. We still don't really know why people came to live here in the first place. Пока не знаю, почему вообще здесь поселились люди. Maybe they just wanted to get rich, like Pointer with his beetles. Может, они просто хотели разбогатеть, как Пойнтер с его жуками. I feel like the Remingtons came here for the lake, for what was in it. Мне кажется, Ремингтонам приглянулось озеро из-за того, что было в нем. It's empty, though. More empty than a normal lake would be. Но оно же пустое. По сравнению с обычным озером вообще ничего нет.
It is now, yeah. Да, это сейчас так. Maybe we're too late. Может быть, мы опоздали? This man in the photo, Этот мужчина на фотографии. he reminds me of something from one of our clues. Он мне что-то напоминает, одну из наших улик. Которую? Рисунки Флоры? That's not right. Meh. А что, простите, он тебе напоминает? Фигурки. Нет. Там фигурка мужика с бородой. Felix made a little model of him for Flora. Ну да, согласна, он не похож на Феликса. Феликс соорудил его фигурку для Флоры. Yeah, it makes sense when you know who he is. Да, все становится понятно, если узнаете, кто это. Булич, прости. Да что ж сегодня у всех такие интеллектуальные игры-то? Мы уже третий стрим делаем с Tangle Tower. А что еще ты успел увидеть в прекрасное субботнее? Лорд Ремингтон? Lord Remington. Remington. That makes him Flora's father. Ремингтон, значит, это отец Флоры. Meaning the girl in the photo is... Тогда девочка на фотографии. Yeah, it's her. See the bird, too. Да, это она. Не лишь и птица здесь. I never would have guessed. Times sure do change. Я бы никогда не догадался. Время не стоит на месте, а? I don't know. I don't think she looks so different. Ну, не знаю. Мне кажется, она не сильно изменилась. Я думаю, здесь все. Let's head back up to the grand hall. Давай поднимемся обратно в большой зал. I want to find that last room. Хочу найти последнюю комнату. Я тоже. Wow, it's dark all of a sudden. Ого, вдруг стало темно. How long were we down there? Сколько времени мы провели там? This must be it. This thing goes all the way up. Порталы всякие, настолки сложные, где обычные пыщ-пыщ-бумба. Скоро. Хелсингер вон выйдет. Я, конечно, не уверена, что мой ПКшник потянет Хелсингер. Но было бы замечательно. Буду прекрасная, музял поколбасится. Правда, это совсем ритм игра. Ну ладно. Это то, что надо. Ведет прямо на самый верх. How are we supposed to get up there? И каким образом мы можем туда подняться? Hang on, it's pitch black. Подожди-ка, здесь темно, хоть глаз выколи. But I think there's a switch. Но, думаю, здесь есть выключатель. Switch не обязательно выключатель, это может быть переключатель. A ladder. Лестница. Wanna go up? Хочешь подняться наверх? Скрытое сердце. Ты смотри, сколько всего. Dragon. Дракон. Snake? Змея. Worm. Змей. That's the one. Именно. You know, in any normal room, this thing would be my main concern. Знаешь, в обычной комнате я бы первым делом обратил внимание на эту штуковину. In here, though, it barely makes the top 3. Но здесь она даже в тройку вещей не входит. Is that a crab? Это краб? It's got a translucent exoskeleton. You can actually see its insides. У него прозрачный панцирь, и можно увидеть внутренности. Also, crabs normally have 2 claws, right? Not 3? У крабов же обычно 2 клешни, не 3.
Good. You sure we should be touching it? Ты уверена, что стоит это трогать? Grimoire, don't you think it looks familiar? Гримуар, тебе не кажется это знакомо? Конечности существа можно поворачивать, а клешни можно открывать и закрывать. А я не помню, как оно там было изображено. I guess that's I wrong. don't think we What need do you to. mean? We have all the information we need in our case. This crab really... That little wooden... Yeah, but I think I've seen it more recently. Где они, где они, вот они. Так, ты сюда, ты туда, 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 туда. Сейчас мы их должны будем выставлять в нужном виде. Чат, вы запомнили? Is that a crab? It's got a... Also, crabs... Так, ты у нас вот туда смотришь. Ты у нас тоже примерно под этим углом, но с открытой клешней. Ты у нас вот так и с открытой клешней. Perfect. Отлично. What's this? Что это? Something somebody didn't want us to find. Что-то, что мы не должны были найти. Арбалет? What is it? Что это? Арбалет? Some kind of fish and a bird skull, I guess? Какая-то рыба и птичий череп, кажется. If that's a bird skull, Если это птичий череп, we're talking about a 15-foot bird here. тогда эта птица была 4,5 метра ростом. Well, how about we stop talking about it? Давай перестанем об этом говорить. Centipede, millipede. Сороконожка, многоножка. How many legs has it got? Сколько ног? Too many. Слишком много. An incinerator built into the wall. Стройная печь. It's still pretty hot. Довольно жаркая. Is there anything left inside? Внутри что-то осталось. It's mostly ashes. В основном зола. But yeah, there's something. Хотя, да, что-то осталось. Сожженные предметы. Перо! Все лишь кучка пыли и золы. В зале виднеется несколько черных пуговиц. До сих пор видны лоскутки красного цвета. Грёбаное перо! В смысле пуговицы и лоскутки красного цвета? Перо! Перо! An axe and some kind of hunting rifle mounted on the wall. Топор и охотничная винтовка на стене. Honestly, doesn't look like they've been moved in a few years. Если честно, кажется, их уже несколько лет никто не снимал. I'm more worried about the third one. Меня больше третий предмет волнует. The third one? Tретий? The one that isn't there. Тот, которого здесь нет. И это явно арбалет. An axe and some kind of... I'm more worried the one that isn't there. Crumpled up paper. Измятая бумажка. Is there anything written on any of it? На ней что-то написано? Not really. It's mostly blank. Да нет, почти ничего. Coffee table, half-empty wine bottle, lamp left on. Журнальный столик, полупустая бутылка вина, горящая лампа. I'm gonna say someone's been using this room. Скажу так, этой комнатой явно кто-то пользуется. Someone complacent enough to leave their notebook lying around. Кто-то такой беззаботный, что даже оставил здесь свой блокнот. Несколько страниц было вырвано, но некоторые остались. Наконец-то найден 5-й посол. Не могу сказать, что у меня были какие-то надежды, и все же разочарования было не избежать. Ничем не отличается от остальных. Мой местит прошел испытание в музыкальной комнате. Очень хорошо, даже слишком. Лаборатория меня тоже разочаровала. Столько усилий, чего ради. Он такой недальновидный, даже менее, чем ожидалось. Удалось побывать внизу. Красиво. Там успели убраться, но мне удалось найти то, что нужно. Она попала туда. Она была осторожна, ничего не сдвинулась с места. Но я знаю, пора. Она попала туда, она была осторожна, это явно про Фрейю.
Nice chair. Классный стул. It's still warm. И все еще теплый. Maybe it's just heat from the incinerator. Может, это тепло от печи? Maybe. Может быть. It's a wooden pinboard. Деревянная панель. Hung up on one of the chains. На цепочке. Looks like there's a couple of things missing from it. Кажется, на ней что-то раньше было прикреплено. Картина. В центре прикреплен большой листок бумаги. На нем нарисованы 4 линии, начинающиеся только в центре. Но я вижу 3 линии. На листке поменьше под ним рисунок, на котором изображена фигура в плаще. Это понятно кто. Хок-шоу. Someone's been using this room. И этой комнатой кто-то пользуется. A wooden stool. It's a bookcase. It's mostly empty. Книжный шкаф почти пустой. What a surprise. Вот это новость. Some of them are disconcertingly large. Эти клетки, на удивление, некоторые из них, на удивление, большие. At least they're all empty. По крайней мере, они пусты. You sure that's a good thing? Ты уверен, что это хорошо? They called this room a study? Они называют эту комнату кабинетом. What would you call it? А ты бы как его назвал? The secret death chamber. Тайная комната, тайная камера смерти. Of doom. Гибели. Who are all the people in this photo? Кто эти люди на фотографии? Not sure, but it looks like someone didn't like them very much. Не знаю, но кажется, кто-то их серьезно не взлюбил. Their eyes have all been crossed out. У них все глаза зачеркнуты. Воу. А вот это кто? Групповая фотография. Фотография в прочной деревянной рамке, покрыта пылью. Выглядит так, будто сделана несколько лет, наверное, назад. А нет. Несколько нет назад. Нет-нет? Или нет-нет-нет-нет-нет-нет? На медной табличке нижней части рамки написано «Послы местного особняка». На фотографии изображены 2 женщины и 3 мужчины, одетые в одежды разных стилей. Лица всех 5 людей жирно замазаны черными чернилами. Поппи или Фрейя, Пенелопа, Персиваль, Феликс, человек со шрамом. Поппи, наверное. Да, у нее была такая цветочка. That photo is important. I'm Эта sure of фотография it. важна. Не, точно. I don't get it. This room is in the original building plans for the mansion. Не понимаю, эта комната изображена на первоначальном плане особняка. But nowadays it's some big secret? Но теперь она считается секретом. It's not a secret to everybody. И это не для всех секрет. At least one other person still knows about this room. По крайней мере, один человек знает об этой комнате. The way the notebook was left out on the table Блокнот лежит открытым на столе. makes me think it's someone who has the room all to themselves. Поэтому мне кажется, что этот кто-то единственный, кто пользуется этой комнатой. Whoever it was, they left more than just the notebook. Кто бы это ни был, он здесь не только блокнот оставил. There's a whole design project on this pinboard. На доске здесь изображен целый проект. Feels like someone put quite a bit of effort into it. Кажется, кто-то тщательно продумал его. It's a shame there are things missing from it. Но жаль, что не хватает некоторых частей. I'm betting it'd make more sense if we could see it all together. Уверен, что если бы мы могли увидеть его целиком, то сразу бы поняли, что к чему. That might not be impossible, you know. Но, возможно, нам это еще удастся сделать. Так, ну здесь очевидно. Оторванная желтая бумажка.
Разве что рисунки Фрей. The painting from Freya's room and those sketches. Картина из комнаты Фрей, рисунки. Freya designed Detective Hawkshaw's clothes? What kind of sense does that make? Фейспалм на гримуаром. Фрей нарисовала одежду для детектива Хокшоу. Зачем ей это? I don't think that's why Freya made that painting. Не думаю, что Фрей нарисовала эту картину по этой причине. But it may have been why somebody took a photo of it to use as reference. Но, возможно, именно поэтому кто-то сфотографировал ее для сравнения. And as for those sketches of Hawkshaw, А вот насчет тех рисунков, на которых изображена Хокшоу, I don't think Freya actually drew them. мне кажется, их не Фрей нарисовала. It was somebody else. Someone with less of a talent for art. А это был кто-то другой, кто-то, кто не умеет рисовать. Doesn't exactly narrow it down. Под это описание кто угодно подойдет. Should we go ask Detective Hawkshaw about all this? Может, спросим детектива Хокшоу об этом? I'm not sure. Не уверена. We still don't know what's really going on. Мы все еще не знаем, что здесь на самом деле происходит. Another photograph. Еще одна фотография. Their faces are all crossed out with some kind of black ink. Лица все перечеркнуты какими-то черными чернилами. That's weird. Странно. Oh, you think so? Да ладно. No, I mean, something I just realized. Нет, я просто кое-что понял. Sally, did we meet any of these people here at Tangle Tower? Салли, мы видели кого-нибудь из них здесь, в Путанной башне? Well, the woman on the left looks a little like Poppy, but No. her style is way different. Женщина слева немного похожа на Поппи, но у нее совершенно другой стиль. And at first I thought the guy on the top right was Felix. И я сначала подумала, что этот парень в верхнем правом углу Феликс. But now that I look at it, I don't think it is him. Но если присмотреться, не думаю, что это он. Was someone trying to hide it? From us? Кто-то пытался это спрятать от нас? I don't know, but it looks incomplete to me. Ну, не знаю, но кажется, это не все. I want to know what happened to the rest of it. Where are the Интересно, other что parts? случилось с остальными частями? Где они? We found them already. Мы их уже нашли. А вот наверх я не знаю, что. Это Хокшоу? What do you make of it? Not sure. Let's keep an open mind. Не знаю, давай не делать скоропалительных выводов. You don't think the crossbow is the murder weapon? Ты считаешь, что убийство совершили не с помощью арбалета? Oh no, the crossbow is definitely the murder weapon. О нет, арбалет точно орудие убийства. But that doesn't mean we've solved the mystery. Но это не значит, что мы решили это дело. Murder. Red rum. Red rum. Toto. Red rum. Time to solve this. Пора решить это. Почему не он? Так, у нас же это в уликах, по идее. Видишь, у него там борода? А у Феликса, ну, такая себе бороденька. А там она прям такая, вроде как большущая. Блин, неужели это Хокшоу? А кто она тогда? Как она тогда вообще, какое она имеет отношение ко всему этому семейству? И я снова тут, кто дворецкий. Осень. Он опять закрывает чат. All right, break out the notebook. Ладно, доставай блокнот. Time to put it all together. Пора сложить все воедино. Let's start with this. Начнем с этого.
It's an arrow for the crossbow, and it matches Freya's wound. Это стрела от арбалета, и она совпадает с раной на теле Фреи. It's the murder weapon. I'm sure of it. Это орудие убийства, я уверен. Despite the fact it doesn't have any blood on it, and it wasn't found anywhere near the crime scene. Несмотря на то, что на ней нет крови, и ее не оказалось рядом с местом преступления. It was cleaned, then it was hidden. Ее помыли и потом спрятали. I don't think anybody expected us to get down to that room at the bottom of the lake. Не думаю, что кто-то предполагал, что мы доберемся до комнаты на дне озера. Okay, so Freya was shot by a crossbow. Ладно, значит, Фрею убили стрелой из арбалета. Where was it fired from? А откуда из него стреляли? Над Фрей? It was fired from above Freya. Above, huh? Над ней? Yeah, our diagram doesn't show everything. Да, на нашем чертеже не все указано. Let's add in the rest of the crime scene. Давай добавим оставшуюся часть места преступления. The attic. Чердак. Perfect hiding place. We even found a part of the murder weapon up there. Идеальное место, чтобы спрятаться. Мы даже нашли там часть орудия убийства. The reel was used to pull the arrow back up through the crack in the floorboards. Проволока была нужна для того, чтобы натянуть стрелу сверху сквозь трещину в полу. Explains why we never found a weapon at the crime scene, I guess. Что ж, это объясняет, почему мы так и не нашли никакого оружия на месте преступления. The murderer must have dropped the reel in the attic. I'm guessing they were in a hurry to escape. Убийца, должно быть, выронил катушку с проволокой и, видимо, пытался побыстрее убежать. Wait. The arrow was fired through the crack in the floorboards? Подожди-ка, стрелу выстрелили через трещину в полу? Yeah, it's directly above where Freya was found lying on her back. Nope. Doesn't add up. Не складывается. It would have missed her if she was still standing up by the painting. Если бы она стояла у картины, то стрела бы в нее не попала. Ah, right. Верно? Unless. Но возможно. Freya was already lying on her back before the arrow was fired. Фрея уже лежала на спине еще до того, как стрелу выстрелили. I think so too. Мне тоже так кажется. She'd fallen unconscious. Она потеряла сознание. Something in the room caused Freya to fall unconscious. Фрея потеряла сознание из-за чего? Из-за чего-то, что было в комнате. Вряд ли из-за запаха и краски, вряд ли из-за флоры, из-за граммофона. The gramophone. Right. But the gramophone by itself can't do that. Но граммофон сам по себе на такое не способен. Что? There was something in the gramophone. В граммофоне было что-то. Something small. Что-то маленькое. Сожженные предметы? That's not it. Нет. Кассета? That's not it. Что-то маленькое. Цветок. Он не то чтобы очень маленький. That's not it. That's not it. Я сейчас все протыкаю. Поврежденный? That's not it. Идите в пень! Но явно не из этого. Из этого что-то. А что из этого могло быть в граммофоне маленького?
That's not it. Я не знаю. Вы задрали. Жук? У нас нет жука. Если тыкнуть на документы и предположить, что туда застрял жук. Pointer's research says it can emit an incredibly loud hiss when it feels threatened. Согласно исследованию Пойнтера, он может издавать невероятно громкое шипение в момент опасности. Poppy and Fitz both said they heard a loud noise around the time of the murder. Поппи и Фитц оба сказали, что услышали громкий звук примерно в тот момент, когда произошло убийство. У меня была мысль, что жук как-то связан с убийством, потому что именно Поппи и Фитц сказали про какой-то странный звук, и Поппи озвучила его как что-то металлическое. Neither of them had any idea what it was. Они не знали, что это было. This seems a little far-fetched. Is it really loud enough to knock someone out? Кажется немного надуманно. Неужели звук был такой громкий, что смог нокаутировать ее? No, I don't think so. Not by itself. Нет, не думаю. Точно не сам по себе. But don't forget, it was being amplified by the shape of the gramophone. Но не забывай, что из-за особой формы граммофона звук только усилился. I don't think we're purely talking about volume either. It might just be a particular type of frequency. Хотя не уверен, что дело в громкости. Похоже, это была особая частота. This is getting kinda scientific. И это уже из области науки. Since when do you know anything about the effects of weaponized audio frequency? Когда это ты успел стать экспертом в звуковых частотах, используемых в качестве оружия? I don't, but I think someone else does. Я не эксперт, но думаю, кое-кто им действительно является. Do you remember that statue we found in the music room? Помнишь статую, которую мы нашли в музыкальной комнате? The hornet's playing. It's a pretty similar shape to the one on the gramophone. Тот горн, на котором она играла, очень похож по форме на граммофон. That broken glass isn't there on accident. This is someone's science experiment. А осколки стекла там оказались не случайно, это кто-то ставил эксперименты. Thinking about it, Pointer said he saw Flora was knocked out too. Дай подумать, Пойнтер сказал, что увидел, что Флора тоже была на полу. I guess they were both in range of the noise. Видимо, они обе были в диапазоне звука. Although Pointer might have been lying. Хотя Пойнтер мог и соврать. Personally, I think he was telling the truth about that. Лично мне кажется, что он говорил правду. It's pretty clear. A powerful frequency did pass through Flora's tower. Все понятно. Башня Флоры была облучена мощной частотой. Caused quite a bit of damage, too. Которая нанесла уйму ущерба. Краски. Those cracks didn't appear out of nowhere. Эти трещины не просто так появились. Freya's paints. Краски Фрей. The pink cassette tape. Розовая кассета. And the gramophone itself. Да и сам граммофон. They all sustained similar damage while they were in that room. Все эти предметы понесли похожий ущерб, потому что находились в той комнате. That's some seriously powerful vibration. Ужасно мощная вибрация должна была быть. Enough to crack metal. Enough to knock someone out all the way across a room. Такая мощная, что расколола металл и нокаутировала человека аж на другом конце комнаты. Слушай, этот жук золотой опасен. Я не знаю, что это за жук, насколько он ценный, но он явно умеет защищаться. Yeah, that's the one thing I don't get. Ага, вот это мне как раз непонятно. If the frequency was so powerful and had such a big range, how did the murderer pull it off? Если эта частота была такой мощности и такого диапазона, как убийце удалось ее воспользоваться? Wouldn't they have been in range too? Разве убийца не оказался бы тоже в радиусе действия? Think about it. They can't have been much further away from the gramophone than Flora was. Ты подумай, убийца не мог находиться дальше от граммофона, чем Флора. They were knocked unconscious. Убийца тоже потерял сознание. Really? Правда? Wait, no, hang on. Wouldn't they have been in range too? Разве убийца не оказался бы тоже в радиусе? Think about it. They can't have been much further away from the gramophone than Flora was. Ты подумай, убийца не мог находиться дальше от граммофона, чем Флора. They protected themselves. А он защитил себя. How? Но как? Да, наушники. These are some pretty heavy-duty earmuffs. Это серьезные наушники. Угу. И стильные достаточно. Маркиша очень пепельный с белым.
Осень у пепельной с белым? Это о чем? Я не совсем поняла. Осень у пепельной с белым. Осень, ты где шляешься? Где ты с белым? Приятного аппетита, дева. I think they'd be enough to block out the sound. Думаю, они смогли бы блокировать звук. Или они все решила. Да Лейзер Оллен вообще просто максимально за всех все решает. Короче, Лейзер Оллен — это у нас великолепный олень, который распространяет и управляет ленью во всех остальных. Right. Let's go over everything from the start. Так, давай пройдемся заново по всему. 1. Freya is painting Flora's portrait. They're listening to music on the gramophone. Во-первых, Фрея рисовала портрет Флоры, они слушали музыку на граммофоне. Или Лейзер Оллен. А возможно, вы работаете дуэтом? Возможно, Лейзер Оллен — это посланник Лени Фейс. Так сказать, на земле. Во-первых, Фрея рисовала портрет Флоры, они слушали музыку на граммофоне. 2. The murderer is hiding in the attic, wearing earmuffs. А во-вторых, убийца прятался на чердаке в наушниках. 3. The golden beetle starts to emit its hissing noise. В-третьих, золотой жук начинает шипеть. Hold on. How did it know? Секундочку, а почему? The beetle? Почему жук начал шипеть? Yeah. What triggered it at that particular moment? Да, что его заставило это сделать именно в тот момент? Pointer's research said it makes the noise when it feels threatened. Согласно исследованию Пойнтера, он издает шум, когда чувствует угрозу. Not sure. Maybe something in the music? Не знаю, может, музыка не понравилась? Maybe. Может быть. 4. Freya and Flora are both knocked unconscious by the vibrations. В-четвертых, Фрея с Флорой потеряли сознание из-за вибраций. Freya lands on her back. She drops the brush and palette by her side. Фрея упала на спину, кисточка и палитра упали на пол рядом с ней. 5. The murderer fires the crossbow directly downwards. 5. Убийца стреляет из арбалета прямо вниз. 6. The arrow is pulled back up on the reel. 6. Стрелу натянули на проволоку. 7. The murderer leaves the attic, presumably. Точнее, 6. Стрелу подтянули проволокой обратно наверх. 7. Убийца покидает чердак, предположительно. 8. The door is kicked down. Fitz and Poppy enter the room. 8. Дверь вышибают, в комнату заходит Фитц с Поппи. That's it. И это все. There's something bothering me. Меня кое-что беспокоит. What? I just want to check something. Хочу кое-что проверить. Меня бывает посылают. Вот, мы разгадали. Мы узнали немножечко больше о Лене. И о тех, кто управляет ею в нас. Let's go back to the crime scene. Давай вернемся на место преступления. Ух ты, как темно. The answer is in the painting. I'm sure of it.
Мне нужно что-то найти. The plant. Растение. It's in the book. Оно есть в книге. What? Что? Look. Смотри. Что за улюлюканье птиц? It's dark. Ничего не понятно. Действительно. Все те же краски. Спасибо. Очень интересно. Freya, did you leave us a clue? Фрея, вы оставили нам подсказку? Кстати, нетронутая желтая краска. So what's bothering you? И что тебя беспокоит? Something that's not here. The thing we didn't find. Здесь чего-то не хватает, чего-то, что мы не нашли. We know she was holding it during the painting. Мы знаем, что она держала его в руке, пока позировала. Перо! Но мы же нашли. Его пытались сжечь. Flora's ink dip feather? Флорина перо чернильника. It was here. In this room. Where'd it go? Она была здесь, в этой комнате. Куда она подевалась? We found it somewhere else. Мы нашли его в другом месте. We were a little too late to save it. Мы опоздали и не успели его спасти. So it was stolen from the crime scene. Значит, его украли с места преступления. And ended up in the incinerator down in the study. И выбросили в печь в кабине. Someone wanted to destroy it, I guess. В кабинете. Видимо, его хотели уничтожить. But how? How was it stolen from up here in Flora's tower? Но как его украли отсюда, из башни Флоры? Presumably, Flora dropped it when she fell unconscious. Можно предположить, что Флора выронила его, когда потеряла сознание. Yeah, and then what? Да, и что потом? The murderer couldn't have stolen it if they were up in the attic. Убийца не мог его забрать, он же был на чердаке. So the question is... И вопрос следующий. How could they steal something from a room they weren't able to access? Как убийца смог украсть что-то из комнаты, в которую он не мог зайти? The final clue about the crime scene. Последняя улика на месте преступления. Freya left it for us right here. Фрея оставила ее для нас прямо здесь. It's in the unfinished painting. Улика в незаконченной картине. It's not quite a photo, but still. It's an image of the crime scene recorded just before the murder. Это, конечно, не фотография, но все же это изображение места преступления прямо перед убийством. If only she'd finished it. Если бы она только и закончила. It's true she never finished it. Она действительно ее не закончила. But she did intend to finish it. Но она намеревалась ее закончить. Meaning? То есть? We know more about the painting than what Freya actually got down on the canvas. Мы знаем о картине больше, чем Фрея успела нарисовать. В чем проявился замысел Фреи насчет картины? В рисунке Флоры? В палитре? Либо палитра, либо рисунки. Давай палитра.
Freya prepared all the colors she was going to need before she started painting. Фрей приготовила все краски, которые собиралась использовать до того, как начала рисовать. Желтая краска пригодилась Фрей, которая хотела нарисовать этот эскиз этого предмета в окне. Птица может быть. Если я не ошибаюсь, Табата, желто-зеленая птица, которая есть у Пенелопы, и Пенелопа отправляла эту птицу, чтобы шпионить в саду на крыше за Фитцем и Поппи. Грейбер, привет, как ты видишь? The yellow paint was going to be used to paint this sketch of something sitting in the window. Sitting in the window. Спыли раста. Что-то в окне. Что-то желтое в окне башни Флоры. There she is. Вот она. Our little thief. Наша воровка. How long has it been there? Как долго она уже здесь? Did it hear the whole conversation? Она слышала весь наш разговор? Да, и сейчас она заклюет вас насмерть. И отнесет все это Пенелопе. She did. Хок-шоу. But she's a very good listener. Но она умеет хорошо слушать. Неужели это все-таки хок-шоу, и поэтому она была нарисована? Пенни у меня веб. Well now. Так. I think this has quite served its purpose. А мне кажется, это сослужило хорошую службу, не правда ли? Это женщина с фотографией, и это Пенелопа. Почему ты так выглядишь? Все-таки это Пенни. Окей. Как она притворялась хок-шоу в то время, когда мы к ней ходили, и наоборот? Вас две? Или ты одна? А как ты это успеваешь? Penny, why did you... Пенни, почему вы? It's Penelope, if you don't mind. Пенелопа, если вас не затруднит. But before we begin, isn't there a certain formality demanding our attention? Но перед тем, как мы начнем, кажется, осталась сущая формальность, требующая вашего внимания. Что-то крепкое, чтобы связать ей руки. Lovely. Now, tell me, what was it that drove you this far? I'm ever so curious. Замечательно. И теперь рассказывай, что заставило вас зайти так далеко? Я умираю от любопытства. Justice for Freya. Желание добиться справедливости ради Фрей. Is that right? Interesting. Неужели? Интересно. Why did you do it, Penny? What did Freya do to you? Почему вы на это пошли, Пенни? Что вам Фрей сделала такого? Absolutely nothing. Совершенно ничего. So, what? You just hated her indiscriminately? Так вы просто ее ненавидели без всякой на то причины? Freya Fellow was an inspiration to us all. Фрея Фэллоу служила источником вдохновения для нас всех.
She was possessed of a great energy. Она обладала огромной энергией. The volition to create something from nothing. Желанием создавать что угодно из ничего. Я бы ответила просто интересно. Ну, сначала было просто интересно, но после того, как у нас оказалась внезапно подсказка от самой Фрей, тут как бы уже извините. The willpower to walk beyond her boundaries. Силой воли расширять свои границы. She was truly free. Она была поистине свободной. Everything I couldn't be. Она была всем, чем я не смогла быть. You know what? I just realized I actually have no idea who Penelope Pointer really is. Знаете что? Я тут понял, что не имею ни малейшего представления о том, кто такая Пенелопа Пойнтер. Weird, isn't it? Considering we've met her, what is it, 3 times now? Странно ведь, да, учитывая, что мы с ней виделись уже, кажется, 3 раза? Exactly. How do we know this one isn't a disguise too? Верно. Откуда нам знать, что это не просто еще одна маска? You think you've already hollowed us out, don't you? Вы считаете, что уже хорошенько нас выпотрошили, да? Only a few short hours at Tangle Tower, and you feel like you've got everyone sussed. Всего несколько часов в путанной башне, и вам уже кажется, что вы хорошенько всех изучили. Unearthed every single one of our secrets, nothing but bullet points for your notebook. Раскрыли все наши секреты подчистую, чтобы аккуратненько внести в список в своем блокнотике. Go on, indulge me. What does it say in your notes about Penelope Pointer? Валяйте, сделайте одолжение. Что у вас там написано о Пенелопе Пойнтер? Suppose I can't argue with that, can I? Она одинока. Ха! С этим не поспоришь, не правда ли? Penny, we only know what you choose to tell us, so why not help us out? Пенни, мы знаем лишь то, чем вы с нами поделились. Так почему бы вам не помочь нам? Very well. Хорошо. Penelope Pointer is actually not very important at all. Пенелопа Пойнтер на самом деле вообще не особо важна. She pales in comparison to those who came before her and to those that came after. Она меркнет в сравнении с теми, кто жил до нее, и теми, кто появился после. Living at Tangle Tower, Живя в путанной башне, it is very difficult to attain the levels of self-realization you probably take for granted. очень трудно достичь того уровня самореализации, который вы принимаете за данность. You sure this is a Tangle Tower thing and not a you thing? А вы уверены, что дело в путанной башне, а не в вас? Perhaps you didn't notice. Not one of them is happy. Not one. Возможно, вы не заметили, но они все несчастливы. Абсолютно все. So why stay? Why not just leave? Тогда зачем здесь жить? Почему вы не уехали? I thought she did leave. Penny, you said you traveled, didn't you? Как? Она же уезжала. Пенни, разве вы не говорили, что путешествовали? I did. Да. Many times I've walked away. It did not help me. Я уезжала столько раз, но мне это не помогло. You saw the family tree hanging in the grand hall, did you not? Вы видели родословную, висящую в большом зале, не правда ли? Yeah, it lists a bunch of people who don't live here anymore. Да, кучка людей уже здесь не живущих. A bunch of people who don't live here anymore. I couldn't have put it better myself. Кучка людей уже здесь не живущих. Я бы не смогла сказать лучше. Мэтнес Трансмиттер, привет. Как твои делища? My mother, for one. My father, too. Например, моя мать и мой отец. The other two Remingtons. Poppy's mother, Primrose, and her brother Richard. 2 других Ремингтона, мать Поппи Примроуза и ее брат Ричард. And Fitz's father. И отец Фитца. That's 5. 5 people that might have lived here, but don't. 5. 5 человек, которые могли бы жить здесь, но не живут. And that was the first question I wanted answered. И это был первый вопрос, на который я искала ответ. You wanted to know where they'd all gone?
Мы хотели узнать, куда они все подевались. More than that. I wanted to know if I belonged with them. Не только. Я хотела знать, если... Должна ли я быть с ними? I have no place here. Not among the Fellows, the Remingtons, or the Pointers. Для меня здесь нет места ни среди Фэллоу, Ремингтонов, ни среди Пойнтеров. But I felt there must be a reason why everyone else left. Some common purpose they all shared. Но мне казалось, что должна была быть причина, почему они все уехали. Какая-то общая цель, которую они все преследовали. Perhaps it could be my purpose too. Возможно, она могла бы стать и моей целью. So, what did you actually do about it? И что вы сделали? Nothing I could do at first. Nobody would tell me anything. Я ничего не могла сделать. Сначала никто ничего мне не говорил. The more questions I asked, the fewer answers I got. Чем больше вопросов я задавала, тем меньше ответов я получала. Then I found it. I was 19. Same age Freya is now. А затем я нашла. Мне было 19 лет, столько же, сколько Фрей сейчас. Found what? Нашли что? Ну, кабинет. Кабинет был спрятан. Про чердак они все забыли, что он есть. Я задолбался, несколько часов размораживал старый холодильник. О, это да. Это такая эпопея. И самое приятное. Dark Soul, привет. Доброго вечера? The study. The one hidden in the middle of the house. Кабинет. Тот, что спрятан в центре дома. It's right next to a bedroom. Прямо за спальней. I'd hear voices at night. Deep ones. Я слышала голоса по ночам, низкие голоса. And the strangest thing, the wall behind my bed would get incredibly hot. For hours on end. И самое странное, стена за моей кроватью становилась жаркой на ощупь и не остывала часами. The paint would peel, wallpaper wouldn't stay up. Краска осыпалась, обои отклеивались. I thought I was cursed. I thought it was something trying to break through. Я думала, что меня прокляли. Думала, что это было что-то, что пыталось прорваться наружу. Eventually I couldn't take it anymore. В конце концов, я не смогла больше терпеть. I found my way in the same way you did. Once you know it's there, it's simple. Я нашла его так же, как и вы. Если знаешь, что он там, то это просто. So, you got into the study and found the incinerator. Значит, вы попали в кабинет и увидели печь. That must have been a relief, right? Вам это принесло облегчение, да? It was still warm when I found it. Она была еще теплой, когда я ее нашла. Then I looked inside. А потом я заглянула в нее. Let's see how thorough you've been. Что-то очень странно оборвалось, ну ладно. Посмотрим, как тщательно вы подготовились. Tell me, do you know what a misted is? Скажите, вы знаете, что такое мистида? Misted? Мистида. Mistids? Sure, yeah. Мистида, да, конечно. You're more observant than I thought. А вы внимательнее, чем я думала. Sorry, what are we talking about? Извините, вы о чем? It's a collective term from before my time. Это собирательный термин. Использовался до того, как я родилась. Birds, insects, amphibians, anything living off the lake water. Птицы, насекомые, амфибии, все, что питалось водой из озера. The mutation can take several generations, or it can happen overnight. А мутации занимали несколько поколений или могли произойти за одну ночь. Wait, mistids, like cryptids, like Bigfoot or whatever. Подождите, мистиды — это что-то вроде криптидов, вроде снежного человека? A little egregious, isn't it? I suspect that was an intentional parallel. Немного неподобающее сравнение. Подозреваю, это было сказано специально. The main difference being mistids are perfectly real. They're just kept secret. Самое главное различие в том, что мистиды настоящие, просто их существование — секрет. Or at least, that was the original plan. As it happened, some got out. Quite a few got out. Или, по крайней мере, так изначально задумывалось. Но некоторые из них выбрались в мир. И таких оказалось много. How do you know all this? А откуда вы это знаете? When I entered the study at 19, I found a single object that rather changed my life. Когда я зашла в кабинет,
19 лет. Я нашла там предмет, который изменил всю мою жизнь. Something which answered my questions while at once creating all new ones. Что-то, что ответило на все мучившие меня вопросы, при этом породив кучу новых. Фотография? The 5 missing family members standing together as a single unit. 5 недостающих членов семьи, стоящих воедино. Calling themselves the ambassadors of Misted Mansion. Прозвавших себя послами мстительного особняка. Это мама Поппи? No way. So, the house was renamed from Misted Mansion to Tangle Tower? Поппи пыталась быть похожей на маму, а потом плюнула и перестала? Так значит, дом переименовали из мстительного особняка в путанную башню? And rightly so. The age of Misted Mansion is long past. Неправильно сделали. Эра мстительного особняка давно уже прошла. When I looked inside the incinerator on my first visit to the study, Когда я заглянула в печь тогда, во время моего первого визита в кабинет, I found nothing but ash. The afterimage of a bygone era denied to me in its entirety. я нашла там только золу, остаток былой эпохи, в которой мне было полностью отказано. Роллери с возвращением, я надеюсь, ты успешно сходил в магазин. Я спрашивала, какая расцветка осени. У нас же в Дискорде в Pets Shelter море фотографий, там, если полистать, можно найти фотографии осени. The study, the room at the bottom of the lake itself, all empty shells. Кабинет, комната на дне озера, да и само озеро — это все пустышки. I felt my only hope lay with the ambassadors. If I could find them, maybe. Я знала, что послы были моей единственной надеждой, и если бы я их нашла, возможно. Maybe they'd share the family history that Flora and the others were trying so hard to forget. Возможно, они поделились бы со мной семейной историей, которую Флора и все другие так стараются забыть. How did you track them down? И как вы их нашли? It was tough. They'd taken almost everything. Это было нелегко. Они практически все забрали с собой. Books, maps, charts, the creatures themselves, all lost, taken away or destroyed. Книги, карты, чертежи самих созданий. Чертежи и самих созданий. Все было утеряно. Забрано или уничтожено. But I got lucky. I got a lead. I found one, and he led me to the rest. Но мне повезло, у меня появилась зацепка. Я нашла одного, и он привел меня к остальным. And what happened? И что случилось потом? Why'd you paint out all their faces? Почему вы закрасили их лица? They didn't help you either, did they? Они вам тоже не помогли, не так ли? 19-year-old me had imagined they'd all left with a mission, a unified purpose. 19 лет мне хотелось верить, что они все ушли с миссией, с единой целью. But they hadn't. They were, in fact, every bit as fractured as the people that still live here. Но это было не так. На самом деле они были так же разрознены, как и те, кто все еще живет здесь. Most of them had left tracking escaped mystids. А большинство из них забросило искать сбежавших миститов. Some claimed to be researchers, others little more than hunters. Некоторые возомнили себя исследователями, другие стали охотниками. All 5 completely useless to me. И никто из этих 5 не принес мне никакой пользы. Even your own parents? Даже ваши родители. Eventually, I returned to Tangle Tower. I had nowhere else to go. В итоге я Considered вернулась giving up. в путанную башню. Мне больше некуда было идти. Я собиралась сдаться. But instead, I made a decision. Но вместо этого я приняла решение. Чего я только не накупила. Ага, значит, не только химия обошлось. Явно пропустила очень важную часть, когда у меня сели наушники. Что поделать, бывает, ничего страшного. Ок, поищем в тонах фоток котейок. Ну, там же можно через поиск выделить, поискать фотки именно от меня. Там, помимо фоток, прикрепленным к анонсам и всякого прочего, я думаю, ты найдешь кота без проблем. Я ж теперь ни хрена не понимаю. Мы нашли кучу всего,
И когда мы догадались до последнего, то, что на картине мне показалось вторым цветком, на самом деле было птичкой, у нас появилась Пенелопа. Пенелопа была наряжена как Хоук-шоу. И мы ее связали и теперь допрашиваем. Точнее, как она нам просто все рассказывает. Мы не то чтобы ее супер допрашиваем. There was only one person at Tangle Tower still of interest to me. В Потайной башне был только один человек, который меня еще интересовал. My dear Uncle Pointer had suddenly made a show of taking up astronomy. Мой дорогой дедушка Пойнтер, который вдруг решил на показ заняться астрономией. A fairly superficial charade. I don't think many people were fooled by it. Довольно легкомысленная затея, не думаю, что кто-то в это поверил. But I knew it wasn't just a falsehood. It was a mask. Но я знала, что это было не просто притворство, это была маска. Pointer had found something from the era of Misted Mansion. Пойнтер что-то обнаружил, что-то из эры Мистидного особняка. Она чья дочь? Из тех, кто живет в башне, она племянница Персиваля Пойнтера, который якобы занимается астрономией. Она с птичками возится. Такая экстравагантная дама в перчатках типа крыльях. Что нашел профессор Пойнтер из эры Мистидного особняка? Золотого жука. So, where did he get the beetle? Да где он нашел жука? I cannot be sure. But I theorized that he received it in the post. Не уверена, моя теория, что он получил его по почте. In the post? From who? По почте? От кого? Who can say? Someone outside Tangle Tower. Кто знает, от кого-то, кто не живет в Путанной башне. But the thought that he would be in contact with such a person all that time. Но одна мысль о том, что он поддерживал связь с этим человеком все это время, Decided to take what was owed to me. я решила взять то, что причитается мне. So you stole it. Поэтому вы украли его. Stealing the beetle turned out to be only the first step. Кража жука оказалась всего лишь первым шагом. Upon realizing it was gone, Pointer made little effort to disguise his frustration. Узнав, что он пропал, Пойнтер не стал скрывать своего раздражения. I asked what was bothering him. Я спросила, что же его беспокоит. He foresaw no risk in sharing a little of the truth with his niece. Он решил рискнуть и рассказать только правду своей племяннице. He told me he'd lost a rare treasure, something he'd been keeping safe. Он сказал, что потерял редкостное сокровище, которое он хранил как зеницу ока. I suggested, innocently, that perhaps it was not lost. Perhaps it had been stolen. Я с невинным видом предположила, что, возможно, оно не было потеряно, что, возможно, его украли. He was very ready to believe he'd been the victim of theft. Он явно был готов поверить тому, что пал жертвой кражи. When I offered to call in a private detective, he jumped on the idea. Когда я предложил позвонить частному детективу, он ухватился за эту идею. She arrived the next day. Hawkshaw prides herself on her punctuality, as you know. Она приехала на следующий день. Хоукшоу гордится своей пунктуальностью, видите ли. Why, though? Но зачем? Why go through all that? Зачем The вам name, все the это? costume, and everything? Костюм, имя, весь этот маскарад. It's somewhat sad to admit, but I had a little use left for Penny Pointer as she was. Грустно признаться, но Пенни Пойнтер мне стало совсем ни к чему. Hawkshaw afforded me new advantages, opportunities. С Хоукшоу у меня открылись новые преимущества, новые горизонты. But didn't you have to pretend to be working for Professor Pointer? Но вам же не обязательно было прикидываться, что вы работаете на профессора Пойнтера. Well, that was one of the advantages. Это было одно из преимуществ. Pointer was in such a desperate state, he was finally willing to share some of his secrets. Пойнтер был в таком безнадежном состоянии, что наконец-то решил поделиться своими секретами. On the second day, Hawkshaw explained she needed to be able to search the secret laboratory. На второй день Хоукшоу объяснил, что ей нужно обыскать секретную лабораторию. Pointer gave in and gave me the code for the harp statue. Reluctantly, but still. Пойнтер сдался и дал мне код к статуе с арфой. Сделал он это нехотя, но все же. So, you stole Pointer's research? Так вы украли исследование Пойнтера? I would have done, if I'd found anything worth stealing. Ну, украла бы, если бы нашла что-нибудь стоящее. But he had made remarkably little progress.
Но, на удивление, он не добился никаких значительных успехов. Barely scratching the surface of the beetle's true mystery. Совсем не глубоко копнул в настоящую тайну жука. Which is? И тайна? It carries an exoskeleton approximately 90% identical to gold. Верхняя часть его панциря состоит примерно 90% из золота. But it's not the 90% I'm interested in. Но меня не интересует эти 90%. Did you ever question what exactly makes the water here so unique? Вы когда-нибудь интересовались, что именно делает здешнюю воду такой уникальной? Before Misted Mansion was built over the lake, before the lake was even a lake. До того, как построили мистный особняк, до того, как озеро было озером, Lord Remington and his wife built a small structure here, a research station, supposedly. лорд Ремингтон построил с женой здесь небольшое сооружение, предположительно исследовательскую станцию. Fast forward 2 or 3 generations, and as you saw for yourself, it's been mostly cleared out. Прошло 2-3 поколения, как вы видите, здесь почти ничего не осталось. The ambassadors took everything when they left. Послы все забрали с собой. And everything they didn't take was burned in the incinerator. И все, что они не забрали, они сожгли в печи. However, possessing additional insight, I found something the others had missed. Однако, благодаря дополнительному анализу, я обнаружила то, что другие не заметили. It's not much, but I have what I need. И это не ахти что, но у меня есть все, что мне нужно. So, why isn't this the end of the story? И тогда почему на этом все не закончилось? Why did you stay? Why did you kill Freya? Почему вы остались? Почему вы убили Фрею? Хотя ползунки громкости у нас упавлены. Воля Фрея Фэлла. Надо попить, а то много разговоров. Воля Фрея Фэлла. Simply put, Freya was too good for me. Попросту говоря, Фрея была слишком хороша. It's my fault. I pushed her over the edge, unknowingly, but still, I take the blame. Но в этом моя вина. Я довела ее до крайности, сама того не зная, но все же беру вину на себя. What are you talking about? О чем вы? Did you know I based the design for Hawkshaw on something Freya painted? Вы знаете, что я создала Хокшоу на основе рисунка Фреи? That almost makes sense, but it's not right. Это же рисунки Фреи. А, панель? That's not right. Картина? That's right. Так точно. I had assumed it was purely abstract. I just thought it had a good energy. Я думала, что все-таки как бы не сама картина, а картина вместе с вот этой доской, на которой были рисунки. Ну ладно. Я решила, что они были совершенно абстрактными. Мне казалось, что они наделены хорошей энергией. I later discovered it was a figure of some kind, something from Freya's recurring nightmare. Но позже я узнала, что это была своего рода фигура, что-то из повторяющегося кошмара Фреи. For all her vitality, I think Freya was probably the most troubled of all of us. Несмотря на всю ее живость, мне кажется, Фрея страдала больше нас всех. She was desperate to leave Tangle Tower, but she couldn't just walk away. Она отчаянно пыталась покинуть путанную башню, не могла просто взять и уйти. For quite some time, she'd been trying to break into Pointer's laboratory. Какое-то время она пыталась пробраться в лабораторию Пойнтера. Freya and her friends were halfway through deciphering those symbols on the harp statue, I believe. Думаю, Фрея и ее друзья почти разгадали эти символы на статуе с арфой. Why did she care about getting into Pointer's lab? Почему она так интересовалась лабораторией Пойнтера? That's exactly what I wondered. Меня это тоже заинтересовало. At first, I thought perhaps she just wanted to free the beetles. А сначала я думала, что она просто хотела освободить жуков. She has a fondness for them. What Pointer was doing upset her significantly.
Они ей так нравились, и то, что делал Пойнтер, жутко ее расстраивало. But in fact, I think it was something else. Но мне кажется, дело было в чем-то другом. I think she wanted to free Fiona. Она хотела освободить Фиону. The real reason Freya was unable to leave Tangle Tower Настоящая причина, почему Фрейя не могла покинуть путанную башню, is that she could not get Fiona to agree to come with her. в том, что она не могла уговорить Фиону поехать с ней. We're now firmly in the realm of speculation. Это всего лишь гипотезы. But I think Freya felt that exposing the darker secrets of Tangle Tower, Но я думаю, Фрейя считала, что разоблачив секреты путанной башни, not just to the rest of the family, but to the world, рассказав их не только всей семье, но и всему миру, would compromise all three families. она поставила под удар все три семьи. And perhaps, somehow, free Fiona from the shackles of her inheritance. И, возможно, таким образом сумела бы освободить Фиону от оков ее наследства. That was her plan anyway, but something happened. Таков был ее план, но потом кое-что случилось. Before Freya could find her way into Pointer's laboratory, Фрейя не успела пробраться в лабораторию Пойнтера, She found her way into your study, но нашла путь в ваш кабинет, found your notes, found that photograph. ваши записки и ту фотографию. I'm willing to bet she put it all together quicker than we did. Спорим, она обо всем догадалась быстрее, чем мы. So she worked out what had happened to the 5 ambassadors. Значит, она догадалась, что случилось с 5 послами. Specifically, what you'd done to them when they refused to help you. А именно, что вы с ними сделали, когда они отказались вам помочь. Freya had made a promise to paint Flora as a birthday gift, a parting gift no less. Фрейя обещала Флоре нарисовать ее портрет в подарок на день рождения. Прощальный подарок. She'd be in a locked room, several hours away from her friends. Она должна It was была my провести... best chance. Она должна была провести в запертой комнате несколько часов, вдали от друзей. Это был мой шанс. But why hide in the attic? And why bother with the beetle at all? Но зачем прятаться на чердаке? Зачем вообще придумывать все это с жуком? The beetle in the gramophone wasn't for Freya. It was for Flora. Жук в граммофоне был не для Фрейи, он был для Флоры. She didn't deserve to be involved. She suffered enough. Она не заслуживала этого. Она уже столько всего перенесла. I couldn't get Flora out of her room, but if she could be unconscious... Я не могла выманить Флору из комнаты, но если бы она потеряла сознание, then she wouldn't have to witness anything. Тогда бы она ничего не увидела. Why the knife? А то, что она была в одной и той же комнате и потом увидела бы труп, это ничего страшного. Подумаешь, глупости какие. А зачем нож? The illusion of the painted knife with the blood. Иллюзия нарисованного ножа с кровью. That was for Fiona. And Poppy too, I suppose. Это было для Фионы. И Поппи, пожалуй. Gave them something to focus on. Это было что-то, на чем они могли сосредоточиться. You mean it distracted them while you made your escape? То есть отвлекло бы их, пока вы убегали. It helped them cope. The very idea of something abstract, something supernatural. Это помогло им пережить случившееся. Идея абстрактного, сверхъестественного. I believe it made things marginally less painful for them initially. Верю, это несколько облегчило их боль. Первоначально. Worked on you too. И вас это тоже отвлекло. So why are you still here? Why not take your first chance and leave? Тогда почему вы все еще здесь? Почему не воспользовались шансом и не уехали? Ah, well, I've been waiting for an opportunity to get my beetle back. О, что ж, я ждала возможности забрать своего жука. I'd really rather not leave without it. Мне не хотелось бы уезжать без него. Wait, it's still here? Подождите, он все еще здесь? It's still inside the gramophone. Он все еще в граммофоне. Мама.
Край озера. What's going on? Что происходит? Poppy, they are both awake. Папе, они оба проснулись. I can see. Я вижу. You two all right? Вы двое в порядке? My head hurts. What happened to us? У меня голова болит. Что с нами случилось? You were both unconscious. 14 minutes by my count. Неудачно получилось. Глупости какие. Я так и думала, что как бы она не просто так. Она не просто так появилась. Она знала, что она сможет убежать. Но, по крайней мере, она рассказала всю историю. Вы оба были без сознания, по моим подсчетам, 14 минут. Really? Серьезно? You're both fine. No injuries. Вы оба в порядке, нет никаких травм. Was it the beetle? In the gramophone? Это был жук, который в граммофоне. I heard it through the ceiling in my room. Я услышала его сквозь потолок в своей комнате. The exact same sound we heard before the murder. Тот же звук, что мы услышали до убийства. I guess it must have been. Видимо, так и было. So how did we get down here? What happened to Penny? Так как мы попали сюда? Что случилось с Пенни? Fitz saved both of you, obviously. Фитц спас вас, очевидно. Как бы... Кто еще из всех живущих здесь мог бы вас спасти? When I reached Flora's tower, you were both unconscious, and Penny was crouched down beside you. Когда я поднялся в башню Флоры, вы оба лежали без сознания, а Пенни сидела рядом с вами на корточках. She had her crossbow on her, but who knows? She may have just been checking you were both asleep. В руках она держала свой арбалет, но кто знает, может, она просто проверяла, не спите ли вы. Did you know that she was the murderer? А вы знали, что она убийца Фрей? Poppy and Fifi suspected her. Apparently, they were pretty close to solving it themselves. Поппи и Фифи подозревали, что это она. Оказывается, они уже почти раскрыли убийство. Fitz did not want to believe us because he liked Penny. Фитц не хотел нам верить, потому что ему нравилась Пенни. A lot. Очень сильно. But what happened? Fitz, what did she do when she saw you? Но что случилось, Фитц? Что она сделала, когда увидела вас? She jumped out the window. Выпрыгнула в окно? What? Did she survive? Что, она выжила? She did. Да. I heard something land in the garden outside my room. Я услышала, как кто-то приземлился в саду за моим окном. Короче, Assassin's Creed. Прыжок веры. But by the time I got out there to check, she was already gone. Но к тому времени, как я вышла проверить, ее уже там не было. Hang on. Poppy, why do you have Penny's hat bird? Подождите-ка, Поппи, почему у вас шляпная птица Пенни? She left him behind. Она оставила ее. I found him sitting on the floor in the aviary, all by himself. Я нашла его на полу в птичнике, он был совершенно один. Poor little thing. The mean lady didn't care about you at all, did she? No, she didn't. Бедняжка злая тетя вообще о тебе не заботилась, так ведь? Да. I apologize. Poppy seems to be under the illusion that the bird can understand human language. Я приношу свои извинения. Кажется, Поппи находится под впечатлением того, что птица понимает человеческий язык. So, Penny got away. Кажется, Фитцу это нравится. Значит, Пенни сбежала. I'm afraid she did. Боюсь, это так. We had suspected she might try to escape. I was stationed here by the lake's edge. Мы подозревали, что она может попытаться сбежать, и я ждала ее здесь, на берегу озера. I proved to be an ineffective guard. She took the boat. Оказалось, что из меня никудышный стражник, она уплыла на лодке. Did she take the beetle with her? Она забрала жука с собой? Nope. Ага. How do you know? Откуда вы знаете? Because it's right here. Нет, не забрала. Там было nope, а перевели как ага. Угу. Ага. Потому что он здесь. It was still in the gramophone. I guess I scared her off before she had a chance to take it. А он был все еще в граммофоне. Видимо, я спугнула ее, ведь... И у нее не было шанса забрать его. Poppy, what are you going to do with it? Поппи, что ты с ним Are сделаешь? you going to give it back to your father? Отдашь обратно отцу? No, I'm not. Нет, не отдам.
It doesn't belong to anyone. А он не принадлежит никому. So, I'm going to put it on the ground and never bother it again. Поэтому я поставлю его на землю и больше не буду беспокоить. I think that's what she would have wanted. Мне кажется, ей бы это понравилось. Он потихоньку двигается. Ну что, чатик, как вам? И все? И все? А что еще ты хочешь узнать? Как они все самоубьются? Мы узнали тайну особняка. Мы узнали тайну убийства. Мы узнали секрет тверкающего Персиваля. Ах ты, летающая гадость. Еще и кусаешься, поди. Галерея. Да-да-да-да-да-да. Вот это галерея. Так. Детектив Гримуар. Так точно. Салли. Ой, а это кто такой? А это кто должен был быть? Как-то внезапно закончилось. Ну... Я могу понять, что, может быть, тебя не устроило то, как все завершилось, но закончилось, получается, тем, как мы пришли ко всем нужным выводам. И нас ждала непосредственно сама Пенни. Она нам все рассказала, но смогла смыться. Такое, мне кажется, в принципе, такая концовка часто бывает. Я беру последние минуты. Ну последние, да. Они такие немножко смазанные. Флора. Она такая миленькая была на фотографии, когда была маленькая. Феликс. Так, точно. Фифи. Детектив Хокшоу. Она же Пенни. Freya. Здесь он слишком стильный. Слишком стильный. О, господи. Так. Пипи-пенни. Поппи. С зонтиком, конечно, лучше всего. Помню, на работе была открыта дверь, ухожу, а на торце сидит большой жук, весь в белую крапинку. Думаю, беру, только брать, он как зашипит громко, пипец, я аж испугался. А нечего трогать. Как будто им надо было срочно заканчивать сценарий. Может быть. Может быть, действительно, как бы было чуть больше, но наредактировали настолько, что вот так обрубили. Комната Фреи. Представила себе то, как не повезло Фрей, как ей пришлось идти в бывшей котельной и довольствоваться тем, что у нее было. Так и получилось такое уютное индустриальное пространство, в которое Фрей умудрилась привнести много тепла и творческой энергии. Учитывая то, что вы никогда и не встретились с Фрей, ее комната послужила поводом раскрытия ее характера.
Несмотря на недостаток света, комната Фрей кажется мне одним из самых милых мест путанной башни. Большая зловещая картина, прислоненная к стене, позволяет предположить то, что Фрей была неуравновешенной, но при этом не боялась взглянуть своим страхом в лицо. У Фифи самая большая комната, но ей нет до этого дела. Я представила себе неопрятную викторианскую лабораторию, где она проводит эксперименты. Позже я добавила предметы, указывающие на то, что комната принадлежит неряшливому подростку, матрац на полу, пустые банки из-под газировки и бумажки, приклеенные к стеклам. Ключевым аспектом этой комнаты является контраст между канделябром, он здесь не изображен, и грязным матрацем на полу. Мы хотели намекнуть на то, что Фифи не стремилась занять полагающее ей место в этом доме. Ей больше нравилось быть обычным подростком. Если бы я закрыл дверь, я бы его задавил. Черный в белую крапинку, красивый. Хорошо, что не задавил. Изначально комната Пенни у меня получилась похожа на комнату элегантной аристократки, возможно, даже сказочной принцессы. Мы собирались включить потайную дверь, спрятанную в камине, но потом решили этого не делать. Я хотела, чтобы комната Пенни выглядела решительно романтичной, даже нарисовала ветвь цветущей вишни, заглядывающей в окно. Мы считали, что Пенни будет постоянно путешествовать, поэтому куча чемоданов стала одной из ключевых деталей всей комнаты. На этом чертеже нарисована более ранняя версия головоломки в этой комнате. Изначально она вела к чемодану, спрятанному под кроватью. Потом мы придумали идею головоломки с птичником, и чемодан был заменен на маленький чайный набор, где Пенни сидит и пьет чай со своими птицами. Так. Комната Поппи у нас еще есть. И комната Фитца есть. Хо-хо-хо! А вот такого уголочка мы не видели. Май. Эта комната самая простая во всем доме, что прекрасно отражает характер Фитца. Он тратит большую часть своей энергии и времени на теплицу, поэтому уделяет мало внимания своему жилью. Было достаточно трудно сделать его комнату визуально привлекательной, ничего при этом не добавляя. Изначально мы задумали то, что в комнате Фитца будет находиться алтарь в честь Пенни, который еще был бы единственным источником тепла и цвета во всем пространстве, как и сами отношения с Пенни. Позже мы заменили алтарь на единственную карточку от Пенни, которую он с любовью поставил на полку рядом с одним из растений. Дизайн комнаты, в которой практически ничего нет, послужил источником для шуточек, которыми обмениваются гримуары с Салли. Непонятно как, но гримуар в какой-то мере осознает то, что находится в мире приключенческой игры, и поэтому поражен этой комнатой, в которой нет ничего, что он может исследовать. Вот да. Я знала о том, что эта комната принадлежит заперевшемуся в уединении, охваченному тревогами подростку Готу. Я хотела добавить кучу языческих изображений, но не хотела включать ничего специфического. Поэтому большинство предметов и изображений являются легкой отсылкой к этой теме. Представьте себе огромную готическую резную кровать. Нам казалось, что кровать Поппи должна быть такой же драматичной, как и сама Поппи. Добавила тяжелые шторы и занавески, подражающие ее волосам. Канделябр в виде осьминога должен был иметь 8 щупалец. Но я сделала ошибку в окончательном дизайне. И Адам даже добавил шутку об этом в сценарии. Комната Поппи — мое любимое место в игре. Кэтрин так классно все придумала, и она просто идеально сочетается с музыкой Поппи, придуманной Рафаэлем Бенджамином Мейером. Так, ну давай по остальным просто пройдемся. Кабинет. Он достаточно миленький. Задумывался. Изначально эта комната задумывалась на более высоком этаже в путанной башне. Я представляла ее таким себе утонченным, изящным чердаком. Чучела животных являются главным украшением. Что удивительно, ведь те, кто использовал эту комнату, были заядлыми коллекционерами. Мы хотели, чтобы эта комната казалась еще более темной и скрытой. Когда мы решили добавить аквариум в центр особняка, это придало комнате совершенно новый вид. Комната без окон, где единственным источником света является наполненная водой камера. Камера. Как будто там было какое-то животное. Мрачнее не бывает.
Согласно тематике, мы хотели, чтобы в кабинете сочеталось несколько частей. Изысканный кабинет джентльмена, исследовательская лаборатория и частная коллекция чучел. Цепи и железные клетки добавляют атмосферы и превращают его в необыкновенно зловещее место. Гигантская птичья клетка, прикрепленная снаружи к путанной башне и служащая птичником. Следовательно, требовалось соорудить круговой интерьер. Пенни проводит здесь много времени, поэтому, казалось, само пространство должно быть элегантным. Птичник странен тем, что сочетает в себе элементы как наружного, так и внутреннего пространства. Я постаралась визуально совместить их, разместив водостоки для дождевой воды рядом с рамками на стенах и придать всему этому более домашний вид. Спустя некоторое время после создания этого образа мы решили добавить в птичник зеркало и рабочий стол. Цель заключалась в том, чтобы придать ему более жилой вид, чтобы можно было легко представить, что Пенни проводит здесь большую часть своего времени. Пока я расставляла накопленное, я опять пропустила кусок. Чат, почему она кокнула именно Фрею? Так, у меня на повестке дня обожраться. Приятного аппетита. Я тоже хочу кушать. Мне вот это нравится. Здесь можно увидеть, сгорбившись над книгами Фифи. Изначально мне представлялась огромная библиотека, настолько забитая книгами, что некоторые из них свисали бы прямо с потолка. Мне хотелось добавить огромное круглое окно, которое притягивало бы ваш взгляд. Вот это симпатично. А это интересный вариант размещения книг, которые не помещаются на полках. В итоге мы сократили масштабы, но большое окно осталось. Это общая библиотека, которая также является приютом для Фифи, в котором она выковала для себя уголок. Ее научные эксперименты и пробирки заполняют эту обычную на вид библиотеку. Для диалога библиотеки необходимо было придумать различные оправдания тому, почему гримуары Салли не читают книги, и это оказалось непросто. В этой комнате также даются некоторые подсказки. Например, кто-то забрал из библиотеки все книги о насекомых. Вот этот нижний, какой интересный концепт. В самом начале разработки мы посетили Лейтон Хаус в Лондоне, который повлиял на атмосферу особняка. Каждая чересчур украшенная комната разительно отличалась от следующей. Одна часть дома выглядела совершенно отличной от другой. Лестница служит первым признаком различия между двумя семьями. Деревянная простая лестница семьи Фэллоу и изысканно украшенная утонченная лестница в башню Пойнтера. Камин посередине сыграет важную роль позже в игре. Хоть он и красив, но мне кажется, что большой зал является самой обычной комнатой в путанной башне в хорошем смысле. Войдя в это нейтральное пространство, вы думаете, ага, классическая детективная история в большом особняке, все понятно. Он прекрасно контрастирует с эксцентричными деталями других комнат. Только чат ни хрена не помогает. Молчат, как будто сами под подозрением. Да, я думаю, чат активно хомячит или еще чем-то занят. Впрочем, как всегда. Мы с самого начала знали о том, что именно здесь вы впервые увидите Поппи, незабываемо играющую на пианино. Я придумала, как разбросанные на полу ноты приведут вас к ней. Мне казалось, что ее пианино должно было стать таким неопрятным рабочим пространством, как у Бетховена. Эта комната тяготит и затянута шторами, что соответствует настроению Поппи. Важным аспектом здания путанной башни является природа, постоянно надвигающаяся и захватывающая новые просторы. Ветки и листья, покрывающие потолок, усиливают это подавляющее ощущение. Я хотела, чтобы Поппи была похожей на призрак, тенью выделяясь на фоне ярких окон. Моей любимой деталью музыкальной комнаты стали мох и листья на потолке. Это придает комнате атмосферу мистического леса. В реальной жизни, конечно же, разросшиеся по потолку растения привели бы к большим проблемам. Стример, почему кокнули Фрея? В 2 словах, плиз. Она узнала слишком много. И это если кратко. Она знала слишком много, точнее, узнала слишком много. И она нашла кабинет
Пенелопы. И, судя по всему, Пенелопа побоялась, что она бы раскрыла слишком много секретов семейных, которых не стоило раскрывать. Но вообще есть подозрение, что Пенелопа вообще-то серийный убийца, потому что, кажется, она убила 5 других членов семьи, которые не живут в Путатой башне. И Фрея была ее 6-й жертвой. Этому нет подтверждения, но... Ноти, господи. Этот взгляд. Как и все другие элементы игры, я не хотела, чтобы теплица казалась типичной, поэтому я задумала ее в виде огромного сияющего террариума. Дизайн интерьера основывается на викторианских теплицах, очень похожих на те, что можно посетить в садах Кью. Еще до начала зарисовок мы знали, что теплица будет уникальной из-за странной обитающей в ней фауны. Я хотела усилить эффект густой темной растительности, но это могло привести к мысли о том, что внутри кто-то прячется. Несмотря на замечательные растения, моей любимой частью теплицы является ее плиточный пол. Он поддерживает целостность всего интерьера. Главной особенностью этого сада является потайная дверь, которую игроки должны найти позже в игре. Дверь нужно было спрятать на видном месте, не выдавая ее местонахождение заранее. Я набросала несколько вариантов, в основном в виде садовых скульптур, но они по большей части казались слишком изощренными. Мне понравилось то, что у этого места будет двойное назначение. Я экспериментировала с композицией и меняла фокус простой сменой источника света. В начале игры дорожка ведет ваш взгляд к особняку, но позже в игре свет меняется, и ваш взгляд устремляется к потайной двери. С самой ранней стадии развития я знала, что хочу, чтобы действие игры происходило в большом доме. При этом мы хотели включить в игру как можно больше разнообразных мест, поэтому нам сразу же пришли причудливые шаги. Я уже заговариваюсь, это нормально, простите. Разные статуи также хорошо подошли к сюжету. Фауны, не флоры. Переводчики знают. Мы не знаем. Вы впервые встречаете Хоук-шоу на Каменной площади. Мы хотели, чтобы ее присутствие оказалось отдаленным от дома, но при этом все равно было официальным. Мне понравилась идея о том, что у Хоук-шоу был мобильный офис и удобный столик, который открывался прямо из чемодана. Прекрасные набросы Каменной площади выполнены Кэтрин. Мне нравится то, что здесь видна не только сама площадь, но и сады слева, главный вход вдалеке и теплица справа. Нам требовалось найти нейтральное место, где детектив Хоук-шоу могла бы открыть свой офис, никому при этом не мешая. Она родом не из Путанной башни, поэтому мы решили, что она может находиться за пределами главного здания. Столик в багажнике мобильного офиса — это удобно, если, конечно, не пойдет дождь. Это была моя главная мысль, когда я увидела, что у него там действительно офис. Это место предназначалось для того, чтобы ознакомить игроков с уникальной местностью. Вода наделена особым свойством, мы хотели показать это визуально. Работая над дизайном, я представляла себе радужные разливы масел и мраморный круговорот чернил. Хотя Путанная башня изолирована на небольшом острове, посередине озера я хотела, чтобы игроки начали игру вдалеке от самого здания. Таким образом, предвкушение только нарастает по мере приближения к дому и к месту преступления. Зеленый вариант очень милый. Я хотела, чтобы входная дверь в особняк казалась странной, как и сам дом. Сначала дверь была сделана в стиле модерн, но потом мне показалось, что это было недостаточно грандиозно или привлекательно. Изучив ряд тематических домов с привидениями, я добавила круглую арку, и это сделало дверь более впечатляющей. Мне очень понравился контраст между резной уютной входной дверью и гигантскими корнями и мхом, окружающими ее, как будто она вела в давно забытый храм. Позже мы вернулись к главному входу, чтобы добавить новые важные детали. Например, на этом рисунке видно, что на данном этапе здесь еще не было статуи лорда Ремингтона. Комната офицера трогали, мастерская. Я начала с наброска спальни авантюриста, так как знала, что в этой комнате будет много странностей и сокровищ. Это комната Феликса. Я хотела, чтобы каждая деталь в комнате, вплоть до осветительных приборов, была уникальной. Забавный факт. Гигантская лапа из рыбы фугу основана на реальной лампе, найденной в музее Пит Риверса в Оксфорде, в Англии.
Поскольку Феликс проводит время за воспоминаниями о своих приключениях, я подумала, что его комната должна находиться в корпусе перевернутого корабля. Вы даже можете увидеть, как он торчит из стены путанной башни. Огромное количество предметов в этой комнате создает впечатление того, что здесь могут скрываться сотни улик, но большинство объектов — это просто случайные безделушки, собранные Феликсом. Однако гримуар и Салли не могут удержаться от обсуждения каждой. Сад на крыше прекрасен. Я бы, ей-богу, тоже поселился в этом саду. Романтическое место, зажатое между двумя спальнями, является тайным местом для встреч жителей башни из числа поинтеров и феллоу. Происходящее здесь напоминает Ромео и Джульетту, поэтому я включила множество романтических элементов и символов. Сильное влияние также оказали картины в стиле рококо XVIII века. На этом чертеже изображена гигантская каменная летучая мышь, расположенная у истока ручья. Но в итоге она была заменена на гигантскую каменную лягушку. Уникальной особенностью этого места является то, что здесь не играет музыка, а лишь воспроизводится шумовой фон, созданный Калумом Бауне. Какое-то время у Пойнтера был такой огромный телескоп, что для того, чтобы добраться до него, ему приходилось залезать на самый верх небольшой башенки. По мере развития сюжета мы решили, что характеру Пойнтера гораздо лучше подойдет телескоп поменьше. Блин, а это было бы интересно. Эта комната является зеркальным отражением комнаты Флоры, потому что находиться на последнем этаже одной из башен, чем объясняются ее круглые стены. Мне очень понравилось украшать эту комнату. Источником вдохновения для потолка, раскрашенного в виде ночного неба с созвездием, послужили церковные фрески. Большое окно в потолке обсерватории намекает на то, что в этой комнате когда-то находилось гораздо более крупное и важное оборудование. Согласно сюжету, было важно, чтобы рабочий стол в углу выглядел подозрительно чистым и аккуратным. Лаборатория. Мы хотели, чтобы в этом месте царила атмосфера, отличная от всей игры, ведь здесь происходит поворотный момент в сюжете. Я хотела сделать атмосферу угрюмой и неприятной, но при этом затягивающей. Мне понравилась идея осветить гигантские каркасы насекомых светом от свечей. От этого вся комната казалась жуткой и инородной. Изначально в потайной лаборатории задумалось 3 комнаты для исследований различных аспектов экосистемы, жуков, растений и воды. Затем мы поняли, что это было бы слишком, и в итоге мы сжали все эти элементы в одно помещение. Некоторые аспекты дизайна растительной лаборатории комнаты, которая в итоге была совмещена с лабораторией для изучения насекомых. Блин, а мне вот это нравится. Самый первый дизайн. Эх, было бы так любопытно. Место преступления. Комната Флоры расположена на самой вершине башни Фэллоу. Я хотела сделать ее жутко символичной, поэтому мне очень понравилась идея о том, чтобы ставить в потолок глаз, наблюдающий за убийством, как будто сама башня знает правду. В этой комнате много важных вещей для исследований. Мы тщательно продумали, где и как размещаются все предметы для того, чтобы все было сбалансировано. Мы остановились на тоскливых бледных тонах, которые не только соответствовали унылому настрою Флоры в стиле мисс Хэвишем, но и создали впечатление того, что сама жизнь покинула эту комнату. Дизайн башни Флоры был важнее всего. Мы потратили много времени на тщательный подбор предметов, просчитывая то, как игрок может исследовать комнату, что он изучит первым и что он может пропустить. Шторы должны были развиваться на ветру, но у нас так и не получилось воплотить этот замысел в жизнь. Вот, и флору с фауной они тоже точно перепутали. Или там по теплице особенно крысы бегали. Может быть, кто знает. Там... Нет, там жуки были, там же были жуки. Фитц рассказывал про то, что он постоянно находил разных жучков, и Фрея попросила его, чтобы он их не выкидывал, а чтобы он их собирал и отдавал ей. Красиво. Минимальная комната?
Чат, а что вы представляете, когда слышите фразу «минимальная комната»? Самый низкий уровень. Комната с огромным окном, выходящим на дно озера. Эта комната должна была казаться старой, ведь она была первой частью путанной башни, построенной очень давно. Здесь задумалась важная головоломка, которая включала бы сразу несколько этажей в особняке, но мы так до нее и не дошли. Все в этой комнате предполагает долгий период неиспользования, за исключением единственной свечи, которая необъяснимым образом горит. Загадочно. Я хотела, чтобы эта комната, чердак, выглядела угрожающе, как будто здесь произошло что-то ужасное, что-то, что вы не должны были увидеть. Зловещие красные краски и причудливые теневые фигуры только усиливают чувство дискомфорта. Дизайн комнаты украшенный на переднем плане большими едва заметными предметами, здесь это мягкая игрушка-оборотень, основывается на дизайне классических приключенческих игр эпохи 1990-х. Также это отличный способ вызвать чувство клаустрофобии. Чулан под лестницей, мою квартиру. Немножко грустно. Да, мистер Кот. Что? Что вы орете? Что вы орете, мистер Кот? Вы говорите, что нужно заканчивать? А эта фотография была поинтересней. Групповая фотография. Это быстрый набросок фотографий, найденных в кабинете. У них в руках щит, который имел отношение к сюжету, но впоследствии был вырезан. Слева направо Примроза Пойнтер, это действительно была она. Пандора Пойнтер. Бак Брэкли. Ричард Ремингтон. Флинт Фэллоу и Лорд Фэллоу. Ой, как много у них. Жрать, да, видимо, кот хочет жрать. Я не исключаю. Давай в лике просто просмотрим, какие были скетчи. И я пойду кормить кота. Раз, два, три, 4. 4 уровня. Но они оставили 2. Окей. Вдохновением послужили изысканные яйца Фаберже, конечно же. О, мне вот этот центральный нравится. И с алмазиком тоже неплохой. Симпатично. Ты посмотри, какие опасные бананы. Вот это бананы. Агрессивные. И лимончик симпатичный. She'll pay. I will get her. Эта улика уникальна тем, что она сфабрикована. Мне хотелось придать ей продуманный вид, поэтому почерк специально искажен. Бумага смята, но не порвана. Это очень кстати. Первый раз, когда мы задумались о том, каким будет золотой жук и все другие насекомые в странной экосистеме путанной башни, они должны были выглядеть так, как будто мы создали из драгоценных металлов и материалов. Твердые панцири жуков часто похожи на самоцветы, поэтому не так сложно представить то, что они созданы из драгоценностей.
это мог бы быть дневник с котиком. Много перьев. Эта книга должна была выглядеть значительно старее других, но при этом быть похожа на детскую книгу. Поэтому много времени изучали старые детские книжки. Как видите, я не слишком уж гораздо придумывать зажигательные имена для персонажей. Намана. Нам понравилось. Вот вопрос, где кухня, где ванная? В нижней части наброска виден небольшой предмет на земле. Очень жаль, что он не попал в окончательную версию. Я не вижу предмет на земле. Окей, просмотрели всю галерею и закончили игру. Найс! Я довольна. Я не знаю, как вам, чат, а мне очень понравилось. Хорошо как. Слушай, мне нравится. Конечно, получилось, что мы немножко растянули, но я думаю, по большей части это из-за того, что я читала буквально все. Если бы мы просто прослушивали, было бы короче. Но, в принципе, бог с ним. Мы никуда не торопились, поэтому ничего страшного. Вот такая вот игрушка, которую я хотела вам показать. Я давно ее заприметила. Она давно появилась у меня. Но мы в нее наконец-то поиграли. У меня есть еще несколько игр, которые я хочу показать. Я о них уже несколько раз говорила. Придумаю, когда их запустить. Ну вот. Пока что я, наверное, на этом закончу и действительно пойду приготовлю себе что-нибудь поесть, потому что время 6 часов вечера, а у меня в желудке был только кофеек и много воды. Поэтому, наверное, нужно исправлять это дело и заодно покормить кота. А пока что я желаю вам хорошего вечерочка. Побалуйте себя, порадуйте себя чем-нибудь приятненьким, горячим, горчительным или чем-нибудь еще более интересным. Огромное спасибо, что пришли. Огромное спасибо, что смотрели. Спасибо за поддержку. Вообще спасибо за то, что поддерживаете вот это вот всякое безобразие, которое я творю. Я постараюсь запуститься завтра, но у меня очень большие сомнения, потому что, честно говоря, я бы один денек почилила с тем, чтобы немножко заставить свое горло не хрипеть, потому что оно хрипит как не знамо что. Но посмотрим. Либо завтра, либо послезавтра. С вами увидимся и посмотрим, во что будем играть. А пока что с вами Miracle of Sound. My Odyssey? Пожалуй, да? Еще раз всем огромнейшее спасибо. Хорошего вам окончания дня. И хорошего денечка завтра. Увидимся.
ocean he calls to me, gives me something to fight for. Follow in the footsteps, take a leap of faith.